Каждая связь ограничивает одну степень свободы. Я из-за вас уехала из страны. Ты простила или просто у тебя другая жизнь? По закону жанра должна ответить «да». В молодости, наверное, все-таки не очень свойственно слово «навсегда». Это все теперь, это твой дом, твоя родина? Вот она, дружба народов. Тема мне больше подходит по характеру. Что ж вы, суки, делаете? Зыки, зычары. Чего ж вы все поперлись на войну? Я уверена, что любой бы из них поменялся со мной местами. Применительно к России это какое имеет значение? Я чуть было не сказала, что все не так однозначно. Там не было распятых мальчиков. Ну, пропаганда лайт. Теперь все государственное, как и хотели коммунисты. А все-таки опять коммунисты виноваты. 2 депортации в день. Хорошая жизнь, Оль. Да неплохая. Как ты думаешь, люди, которые сюда приходят и фоткаются вот на фоне Хонекера и Брежнева, они приходят просто к популярному объекту, куда их сводят туристические автобусы, или они понимают, что это важная политическая штука? Я думаю, что большинство из них воспринимает это как забавную картинку. Они не знают, кто такой Хонекер, они не знают, кто такой Брежнев. Они могут знать Горбачева, Горбачев здесь икона. Но я сомневаюсь, что они узнают Брежнева и Хонекера. Хорошо это или плохо? Это нормально. В конце концов, вспомнили я всех американских президентов на горе. А ты все вот это вывозила из Москвы? Нет, ничего не возила. Ощущение, что мы сидим в московской квартире. Уносим родину на подошвах своих сапог. Видимо, образец где-то не в голове, а в другом месте, потому что эта квартира мне досталась как коробка. Мне разрешили стены покрасить, как я хочу. И, собственно, поставить, как хочу. Там стоит картиночка, что здесь было с самого начала. Потому что с самого начала я хотела, чтобы открывалась дверь входная. Я там нарисовала слово, которое я хотела бы видеть. Какое? Хуй. Тебе сколько лет? 57. Мое художественное высказывание. Что? Скажи, Гордеевой, скажи. Думала ли ты о том, что вот по состоянию там, на 15 лет назад ты была женой почти олигарха, ездила на голубом Мерседесе, жила на Рублевке, а свадьба у тебя была с выпусканием голубей. Голубей не помню, но, в общем, что-то было. Круг твоего общения был вот такой. Если бы ты там и осталась, если бы Козлова не посадили, какой бы ты была сейчас? Нет, я бы там не осталась, по-любому. Потому что к моменту его посадки уже было понятно, что мы практически разбежались. Но вот из-за этого, из-за всего. Из-за того, что ты не соответствовала этой жизни. Да. Ну, или она не соответствовала мне. Если бы мы успели бы разбежаться до этого, я думаю, что я оказалась бы все равно там, где я оказалась. Возможно, это была бы другая сфера. Возможно, это была бы не тюрьма, а, не знаю, экология, но, скорее всего, больные дети, медицина, вот это вот туда. Тема мне больше подходит по характеру. Так что, нет, все идет так, как и должно было быть. Но в моменте, когда ты жила в Москве и все было хорошо, неужели не было ни одной секунды, когда тебе это нравилось, когда ты этим пользовалась? Первое время по приколу. И это скорее не Москва, это скорее возможность посмотреть много других стран вдоль и поперек, а как я хочу. Вот это интересно. А Москва, Рублевка очень душно, очень скучно. Вот отсутствие смысла как такового. Я нашла один смысл. Ты не любишь кошек, но тем не менее. У меня студент, я тогда еще вышки преподавала, вытащил из Москва-реки кошку, там, которая тонула в Москва-реке, притащил мне, потому что у меня есть куда, там 2 гектара леса. Прекрасно. Ну, ладно, милая кошечка, замечательная. Понеслась стерилизовать. А где-то через месяц доктор говорит, чего принесли стерилизовать и рожать через неделю. Думаю, ну ладно. Котята понесла стерилизовать. И вот эта вот история, она была какая-то бесконечная. Геометрическая прогрессия я не успевала. И в итоге у меня такой, в общем, мощный образовался выводок. И я смотрела на эту кошку, на все происходящее. Думала, ну хоть что-то хорошее я, наверное, сделала. Ну, вот этот был момент, когда мне, пожалуй, нравилось, что я могу пристроить бесконечное количество кошек. У тебя остались какие-то знакомые, друзья, может быть, из той прошлой олигархической жизни? Пожалуй, нет. То есть ты не знаешь, как они сейчас живут? Знаю. Почему же? Я интересуюсь. И как?
Я уверена, что любой бы из них поменялся со мной местами. Они не свободны, они не выездные, но свои бриллианты и горжетки она куда-то показывает, да. Рублевка большое место, но для другого предполагалось все это, да. Надо куда-то все-таки ехать на Лазурку там или в Лос-Анджелес, это все показывать, выгуливать, но не в ресторане «Ветерок», да. Круг общения. Но я не знаю, с ними не будут общаться люди, с которыми нереально бы хотели пообщаться. Вот это ты вот покупаешь билеты там за 10 тысяч, за 100 тысяч, там и обедаешь, не знаю, там с Сорокиным условным, да, с которым я тут так обедаю бесплатно, да. В общем, ну, они бы дорого, я думаю, дали бы многие из них, чтобы оказаться на моем месте. А чем тебе не подходила та олигархическая жизнь? Чем тебе не нравилось на Рублевке? Чем тебе не нравилось на Мерседесе? Ведь деньги, они снимают многие вопросы. И, наверное, до знакомства и замужества с Козловым ты не была так богата никогда. Эта история меня очень многому научила. Когда мы с тобой были маленькими и изучали отношения между людьми, меня учили студенты разных технических вузов, которые учили сопромат. То, что это закон сопромата, что каждая связь ограничивает одну степень свободы. А здесь то же самое. Это связано с деньгами, с недвижимостью, я не знаю, там, с водителями-охранниками, с банковскими счетами. Вот эта каждая связь ограничивает одну твою степень свободы. Довольно сильно. Я с тех пор прекрасно понимаю, например, что владение недвижимостью – довольно опасная вещь. Нафига она тебе? Ты думаешь, что в любую секунду ее продашь? Бывает много случаев, когда не можешь. Ты думаешь, что ты состаришься, у тебя будут приезжать дети и внуки? Они не будут к тебе приезжать. Они будут жить своей жизнью. Ты думаешь, что это наследство, и вот ты почишь такая в диадеме, окруженная рыдающими, многочисленными родственниками, и они мирно это поделят? Нет, нет, нет. Все-таки, прожив уже 6 лет здесь, я прекрасно понимаю, что у меня никогда больше не будет собственности. По крайней мере, недвижимой, потому что это не нужно. Я здесь совершенно защищена в плане как квартиросъемщик, потому что, вот, например, мой контракт, он уже немецкий контракт. То есть у меня, в принципе, это пожизненный контракт без права повышения мне цены. Я могу делать с этой квартирой все, что угодно, только я не могу ее завещать, что меня очень устраивает. Она была звездой балета, затмившей в «Лебедином озере» саму Анну Павлову и любимицей парижской публики на дягилевских сезонах. Сегодня великую артистку Веру Коралли помнят лишь историки и страстные фанаты балета, но когда-то ее имя гремело на всю Европу. После революции балерине пришлось бежать за границу, но Коралли не бросила профессию, а наоборот очень помогла развитию балетной школы в странах, которые ее приютили. Так, в 1928 году в Каунасе она создала Литовскую национальную студию балета, а в 1930-м, переехав в Румынию, возглавила балетную труппу Бухарестской оперы. Всего за 5 лет московская прима подняла местный балет на уровень российских императорских театров. Румыния вообще была довольно популярным перевалочным пунктом для белоэмигрантов. Многие нашли там пристанище на месяцы и даже годы, до тех пор, пока в 1940 году СССР не присоединил к себе Бессарабию, Северную Буковину и область Герца. Сегодня граждане России и постсоветского пространства могут претендовать на гражданство Румынии по программе территориальной репатриации. Помочь во всех процедурных вопросах может компания «Мерси». Работает это так. Если какой-то ваш далекий предок родился на территории одной из областей, утраченных Румынией в середине 20 века, то сегодня вы можете претендовать на восстановление гражданства. Юристы «Мерси» помогают собрать все необходимые с вашей стороны документы и ищут подтверждение родства в архивах на бывшей румынской территории. Помогают на всех, даже самых мелких этапах, включая переводы, нотариуса и подачу документов, вплоть до получения паспорта. Эта опция подойдет и тем, кто задумывается об эмиграции, и тем, кто хочет просто свободно передвигаться по миру.
Паспорт Румынии делает вас гражданином Евросоюза, то есть открывает возможность легально работать и учиться в любой из его стран, а еще путешествовать без виз в 170 стран, включая Великобританию, Канаду и Австралию. А с 2025 года еще и в США. Отказываться от гражданства при этом не нужно. Румыния, как и Россия, допускает второе гражданство. Платить лишние налоги при этом тоже не нужно. У гражданина Румынии нет никаких налоговых обязательств при условии, что большую часть времени он живет в другой стране. Но для того, чтобы хотя бы с чего-то начать, можно просто проконсультироваться со специалистами МЕРСИ и обсудить ваши возможности. Консультация бесплатная и еще пара приятных бонусов. Во-первых, для детей до 18 лет все услуги бесплатны. Во-вторых, все зрители нашего канала получат скидку в 1000 евро. Для этого нужно просто ввести на сайте промокод Гордеева. Подробнее про румынское гражданство, а также окружающие его мифы, страхи и подводные камни можно узнать на YouTube-канале МЕРСИ, который ведет его основатель Ким Акеров, или на сайте. Переходим по ссылке в описании или вот этому QR-коду и помним, что скидка действует до 15 ноября. По условиям вашего развода с Алексеем Козловым, стала ли ты богаче и обеспечила ли ты остаток своей жизни навсегда? Мы развелись с Алексеем Козловым в 2008 году. До его посадки в тюрьму, да. И, естественно, ничего и никогда. То есть все вот это, что ты провернула, чтобы вызволить его из тюрьмы, ты проворачивала для человека, с которым ты формально была в разводе? Да. Да, и для меня, конечно, было очень важно скрыть от ФСИНа этот замечательный факт, потому что ни жен они не подпускали никуда. И я помню, что когда я для себя решила, что, пожалуй, я буду это делать, я сбегала в Кутузовский ЗАГС города Москвы, искала у девочки, потеряла свидетельство о браке. Меня муж убьет, а просто еще не успела, видимо, дойти. И они мне дали дубликат. Я с этим дубликатом отходила все это время. Поэтому ничего не делили, и все нормально. И расставались вы безо всяких взаимных компенсаций, назовем это так. Ну, от меня-то точно ждать нечего, но и от него тоже ничего. А ты бы хотела? Нет. Слушай, ну ты потратил довольно большое количество времени и сил на то, чтобы его вызволить из тюрьмы. И казалось со стороны, по крайней мере, что ваши отношения во время его срока нежные. И возвращался он все-таки к тебе. Ты его встречала из тюрьмы. Ну да, и как-то мы за это время тюремное, как-то мы друг друга убедили, что, наверное, это хороший шанс начать сначала, да. Ты ждала благодарности? Пожалуй, да. И вы никогда с Алексеем это не обсудили? Мы никогда с них не виделись с тех пор. А по-человечески, ну, люди столько лет провели вместе, в таких сложных ситуациях были и не обсудили свое расставание? Я думаю, ты права, это не по-человечески. Это было плохое расставание. Но, то есть, так как нам было нечего делить, и мы не были женаты формально, то есть можно было бы это обсудить все. Но нет. Но вы живете в одном городе? Да, прошло 5 лет. Больше не больно? У меня довольно давно другая жизнь. Ты простила или просто у тебя другая жизнь? По закону жанра должна ответить «да». Что ты простила? Что я простила? По закону жанра. Я так устроена. Нет. Я очень много чего не прощаю. Я очень хорошая память. То есть Козлов тут не первый, не последний. Не последний. Я сама могу ее рассказать, да? Про прощение, про отпусти, про то, про сё. Но люди устроены по-разному. Мне нравится мое устройство. Ну, тогда должна быть какая-то компенсация той боли, которую он тебе принес, уйдя от тебя. Нет. Я к тому времени была к этому готова. Я не была готова к тому, что он меня будет выпирать из Германии в Россию, где у меня было тогда 4 уголовки. Что значит выпирать из Германии в Россию? Ты приезжаешь, у тебя виза на год. Пока у тебя виза на год, там, ты перетаскиваешь мужа. Потом у тебя виза заканчивается. То есть вы обратно поженились? Нет. Нет. Но поскольку никто не знал, что мы не женаты, мы собирались потом когда-нибудь пережениться. Вот как раз вот там где-нибудь в Дании. Там, вот. Все равно штука лет вместе. И я готовила уже бумажки на продление своей собственной ВНЖ. Как рабочий контракт, страховки, все в папочке. И когда мне с Машей Макеевой сообщили там за 2 дня до того, как мне сходить в Осландер-Бихёрде, что вот все-таки я хлопнула дверью. А это означает, что я осталась без страховки, без контракта, без всего. Меня 2 раза депортировали.
Потому что у тебя был рабочий контракт с его фирмой, Нет, с Устрестом, где Маша главный редактор. с ее фирмой. С ее фирмы, да. И она тебе в этом контракте отказала. Ну, фактически, да, отказала. Это женская... Я не знаю, она меня с тех пор заблокировала, я не знаю. 2 депортации, 2. А тебя депортировали докуда? Ну, до Риги, слава тебе, Господи. А там типа пешим ходом. И у меня тогда еще была шенгенская виза 5-летняя, которая не кончилась. Это меня спасало. Вот. Но вообще я так выбирала между Грузией и Вашингтоном, куда дальше податься. Вот. Но потом подписала контракт на написание очень, очень необходимой, а главное, редкой книги про падение Берлинской стены. И мне под этот контракт уже сказали, ладно, после 4-го отказа. Так я, собственно, здесь и осталась. Когда ты первый раз здесь оказалась и увидела это воочию? Это было недавно. Я уже 100 лет знала Диму Врубеля, Вику Тимофееву. Я знала, где большая картина в зале, где Ходыкер и Брежнев не целуются, а поедают одну сосиску на 2. Я знала, что где-то есть кусок стены, где-то на самом деле все сохранилось. И однажды ночью мой уже немецкий друг меня сюда привез на машине и сказал, вот. Я офигела. С тех пор всех сюда таскаю, всех ночью, днем, в любое время года. Здесь очень хорошо видно, как это все было. Ведь это же первая часть стены. Потом идет вторая, около Шпрее. То есть между ними есть промежуток, покрытый травой. Вот, например, откуда в Берлине кролики? Дикое количество кроликов. А за ними пришли лисички. Они здесь жили 40 лет. И когда стену начали ломать, они хлынули в город. И теперь город полон кроликов. То есть мы их тоже освободили. И почему-то отсюда очень много таких правил, которые ты узнаешь потом. Я живу рядом с большим парком Хазенхайда. И в этом парке во время ковида устраивали рейвы. И полиция ничего не могла с этим сделать. Они нашли закон, по которому ночью нельзя в парках шуметь, и чтобы не было света, потому что жучки трахаются. А жучки трахаются, чтобы птички. А птички, чтобы зайчики и лисоньки. Ну и так далее, и так далее. И для меня это вот тоже правило прелестное, которых ты не подозреваешь на самом деле. Это не демократия. Хотя это и она тоже. Самый первый мэр Берлина, бургомистр после объединения, первый бургомистр вообще в мире открытый гей. Когда выбирали концепцию, каким должен быть Берлин, здесь могла быть Силиконовая долина. Здесь мог быть научный образовательный центр, здесь мог быть промышленный центр, все что угодно. Он настоял на том, чтобы этот город был свободных художников, фрилансеров. И он тогда произнес фразу, которая и сейчас символ Берлина. Берлин ислам, абы секси. Берлин бедный, но очень сексуальный. Это до сих пор здесь работает. У нас по ночам все очень плохо освещено. Свет мешает жучкам трахаться. Я это очень уважаю теперь. Мне не нужна Москва, освещенная вдрызг, да, в пух и прах. Я помню, я не понимала возмущения экологов, когда я шла очень красиво по бульварам, под заснеженным, в Рождество, Новый год, и все деревья были в фонариках, все очень красиво светилось. Экологи говорили, боже мой, что же мы будем делать со всем этим? Ну, какие дураки. Фонарики же хорошо же. Теперь я понимаю, что нет. А в чем проблема? Жучки спят. Вот это мешает им спать, потом это нагревает деревья, которые должны быть в холоде, то есть вибрация, электричество, то есть это плохо для природы. Помнишь 89-й год? Где ты была? Что ты делала, когда ты узнала, что разрушилась Берлинская стена? Я была в Советском Союзе, в своих родных Люберцах, и я испытала дикое чувство зависти. Знаешь, мне повезло встретиться с Горбачевым не один раз. Мы были в одном наблюдательном совете в «Новой газете», и я ему сказала, Михаил Сергеевич, я из-за вас уехала из страны. Я была в 9 классе, когда умер Брежнев. Мы почти ржали. А потом началась пятилетка пышных похорон. Студентов гоняли их хоронить. Они все норовили умирать зимой. Сука, холодно. Конечно, бегали за водкой в Елисейский магазин с колонного зала. Не было, конечно, никакой скорби, о чем вы говорите, да, что гоняли. И вдруг Горбачев, я посмотрела, 53 года! Ему 53 года!
Я думаю, так, все, я уезжаю. А я ему это сказала. Говорю, Михаил Сергеевич, я за вас уехала навсегда в Америку. Потому что, ну, согласитесь, вот вы живы, здоровы, вот мы сейчас с вами разговариваем, вы бы сейчас были генсеком. Сказала, а я не стал. Поэтому в 89-м сидела у телевизора и остро завидовала, остро. На что ты сама рассчитывала в 89 году? В 89-м ни на что. Но это ни на что было другое, как сейчас. Сейчас тоже ни на что. Но тот 89-й ни на что в СССР. Здесь не будет жизни. И надо валить, и пока молодая, приживаться в другой стране. И забыть это все как страшный сон. Пока тебе 20. Такой максимализм. Максимализм, конечно. Я, кстати говоря, не думаю, что нынешние 20-летние уезжают с этим чувством. Все изменилось. Я думаю, что они уезжают с другим чувством, что мы тут пересидим, получим образование, будем возвращаться, когда все наладится, или не будем возвращаться, но будем ездить. В молодости, наверное, все-таки не очень свойственно слово «навсегда». Ну, кроме как про любовь. Я люблю себя навсегда. А все остальное нет. Ну, наоборот, получается. Люблю себя не навсегда, а все остальное, может быть, и навсегда. Ты все время применительно к Берлину говоришь «у нас», «мы» и так далее. Это все теперь, это твой дом, твоя родина? Нет, родины у меня нет, потому что я очень боюсь называть родиной Россию. Не потому что Путин, черт бы с ним. И даже не потому что война. Потому что я начала бояться соотечественников, я начала бояться людей. Причем не тех, кого ты не знаешь, а тех, кого ты знаешь. Я никогда не смогу вернуться в свой дом, потому что я читаю «Домовой чат». И я понимаю, что я не хочу к соседям. У меня нет соседей. Я боюсь с кем-то встречаться, по кому-то скучать, потому что так вот заскучаешь, пойдешь в соцсеточку, а там сплошные укропы и бандеровцы. Вот, поэтому все-таки Родина – это не место, это люди, это время. Я понимаю, что людей могли обмануть, облапошить, пропаганда. Ну нет, конечно, нет. И в Германии это очень хорошо видно, потому что немцы же не исправились. Просто родилось поколение, потом еще, которые есть нынешние немцы, которые проклинают войну, которые проклинают фашизм, которые искренне несут покаяние за те поколения, которые нифига не раскаялись. Ведь покаяние, собственно, началось в 60-х, прошло 20 лет после войны. А вообще-то здесь у власти были нацики. И здесь как били евреев, так и били еще в 50-е. А денацификация началась гораздо позже. И здесь принцип такой: невозможно исправить тех людей, которые убивали евреев. Невозможно исправить людей, которые были героями Люфтваффе, избивали наших Покрышкиных. Ну, невозможно исправить людей, которые работали в концлагере. Они отсидели, кто выжил, и их просто заткнули. Самое старшее поколение, которое могло говорить, мы прекрасно его знаем, это самое старшее поколение Гитлер-Югент. Вот они дали миру и Папу Римского, и Гессе, и Бёля. А старше нет. Применительно к России это какое имеет значение? Прямое. Мне кажется, что если человек написал или сказал своим собственным ртом: убей укропа же, да бандеровца, пусть по неразумности или по пьяни, или почему-то еще, назад нет дороги. Или собирает помощь для фронта. Для какого фронта? Украинцы защищают свой дом. Понимаешь, если человек убил котенка сознательно, если честно, я не верю, что он справится когда-нибудь. И это отрезает тебе полностью дорогу домой? Да, отрезает. Я боюсь. Но тем не менее ты продолжаешь заниматься делами Руси сидящие. Не, ну конечно, это же другое. Как это другое? Те же самые люди. Нет. Во-первых, мне очень радостно, что в Руси сидящей не оказалось ни одного человека, который бы сказал бы не все так однозначно. Русь сидящая занимается правами и
какими-то возможностями выжить людей, которые находятся в российской тюрьме, правильно? Да. Да. Соответственно, вы помогаете им вернуться в то самое российское общество, которого ты боишься, и поэтому не возвращаешься в Россию. Немного странно. Нет, я просто не хочу, чтобы дети, бабушки, да и какие угодно, там, пропагандисты гибли от рук людей, которым нечего есть. Люди, которые продолжают оставаться в поле благотворительности или гражданских инициатив, назови это как хочешь, которые в той структуре, которая есть сегодня в России, требуют сотрудничества с государством. Как ты относишься к их деятельности? Я чуть было не сказала, что все не так однозначно. Чуть было. Я бы, наверное, дала бы резкий отрицательный ответ и отповедь дала бы прямо вот еще, может быть, год назад. А сейчас не дам. Это было ровно год назад. Это было конец лета, начало осени прошлого года. Я сидела в одной квартире в Берлине, где жили, да и сейчас живут две женщины. Одна уже беженка политическая наша, а вторая... Ее подруга не сразу поняла, кто это. И вот одна сломала ногу, я так чуть-чуть за ней ухаживала. И однажды мы сидели и попали в плен 38 или 37 волонтеров из Мариуполя. Да, это были волонтеры, но они были в пиксельной форме. И у них был один автомат на всех. Это были украинские волонтеры, которые были на Украинские оккупированных волонтеры, территориях. да, на оккупированных территориях они пытались там кому-то помогать. И вдруг выяснилось, что дама, которая сидит передо мной, она чиновница ДНРовская. И мы сидели, ночь, наверное, сидели. И она звонила. Она разговаривала. Сначала выпустили 15 человек. К утру я ушла. А через пару дней выпустили всех остальных. И я просто видела, что это она действующая. Потом в Твиттере я прочитала твит одной юной девушки, как... Она сделала пару звонков из Москвы, и их всех выпустили. Думаю, ладно. Я просто присутствовала при том, как это было на самом деле. Мы сейчас ищем способы там передач в СИЗО и Донецка, и Луганска, в Горловку. А надо иметь при этом какие-то отношения с местными чиновниками, чтобы передачи дошли. Я не очень себе представляю, как мы с тобой спасаем заключенного Журавля, общаясь с Кадыровым и Зелимхановым. Но если надо, я пообщалась. И думайте про меня, что хотите. Но формулы нет. Это такая, получается, у тебя не до эмиграции. Ты все равно занимаешься российскими делами, ты все равно об этом думаешь, и ты все равно так или иначе головой и сердцем там, хоть ты и говоришь, что ты разочаровалась, не хочешь знать о своих соотечественниках, боишься их. Не то, что я не хочу знать о соотечественниках, я хочу о них знать, я очень хочу о них знать. Я не хочу с ними жить. А знать я не очень хочу. Тюрьма, вот чем я занимаюсь много лет, 15. Тюрьма меня сначала очень разочаровала. Ты знаешь, вот что ж вы, суки, делаете, а? Чего ж вы все поперлись на войну, как оглашенная? Я была очень разочарована. А потом я видела сопротивление. А потом я видела очень много примеров трагических, героических. И не. Тюрьма так и остается такой вот русской окуменой. Работа там благодарная. А знаешь, сколько женщин отбили своих мужиков? Я видела столько женщин, сотни русских женщин, русских в большом смысле слова, да, российских женщин, которые отбивали своих мужиков неразумных. Это обычные женщины. И у них нет в голове ничего такого. Ни прекрасной России будущего в голове нет. Ни там свободных выборов у них нет. Есть просто какое-то вот обостренное чувство справедливости, вот как надо. И она же идет к начальнику, она же говорит, какой-то он мне потом сердечки шлет. Говорит, прикинь, я к нему пришла, говорю, мой муж. А он мне говорит, я сейчас мужу своему скажу, что мне тут... это нет. А я скриншоты сделала. Ты чё? Это же прелесть, что такое. Нет, я совсем не боюсь общаться с людьми, с которыми я и так общаюсь очень много лет. Я просто боюсь возвращаться к другим людям. Мы друг друга все время уговариваем, что на самом деле против Путина большинство, что на самом деле против войны большинство, что на самом деле никто не знает, как это. Мне очень хочется в это верить.
Очень хочется. Ну, не верю. Ну, не верю. Но уверена ли ты, что находясь здесь, ты адекватно в состоянии оценивать то, что происходит в России, и в состоянии оказывать тот объем помощи, который от тебя требуется? Так изменился характер помощи. Теперь же самая главная помощь – это помощь украинцам в русских тюрьмах, а их очень много. Во-первых, херсонские заключенные 2500. Это просто вот обычные заключенные, которые вот в Херсонской, Они сидели в Николаевской. тюрьме, когда был оккупирован Херсон? Ну, в колонии, немножко в СИЗО. И их вот зачем-то похитили. Вместе, кстати говоря, с... То есть, когда уходили войска, забрали с собой зэк? 2500. Вместе с психологическим диспансером. Это отдельная история. Ну и с енотом. 2500 заключенных? Заключенных. А психоневрологический диспансер? Там около 100. Это в основном пожилые люди? Или разные? Разные. И вот мы все время общаемся с украинскими родственниками. Ну, родственницами, потому что в тюрьме, конечно, женское лицо. Абсолютно бесстрашные люди. Им совершенно наплевать, кто там у власти. Путин, Хуютин. Им совершенно это пофигу. Отдай мне моего родного человека, а пока не отдал, значит, кормить, чтобы медикаменты были. Так, трусики покажи, чистые, нет, так, чтобы носочки были. Они добиваются этого. А где они сейчас находятся? Их вез часть московский конвой, а часть краснодарский конвой под названием «Акула». Вот звери. Вот это звери. Погибали в дороге просто. Заключенные просто погибали от побоев. Потом они поступили в колонии Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской области, Астраханской области. Если я могу применить к слову «тюрьма» и всем слово «хорошо», то, наверное, это будет оно. Их внезапно перестали трогать. Мы все время думали, зачем их берут, потому что опасались, что будет вербовать Вагнер, что будут снабжать насильно российскими паспортами. Да, им предложили российские паспорта, особо никто не брал вообще. Русские заключенные кидали в окна сигарет. А потом наладилась обратная связь. А у нас же в каждой зоне есть свои информаторы. И вот сейчас мы, например, получаем из АК-2 в Керчи, куда их во многом перевели, сообщение, сколько русских завербовали на войну, кто приезжал, что приезжал, и уже сообщают херсонцы. И у них есть обмен информацией, да, то есть они не враждуют. Мишка мы освободили позавчера. Мишка отчаянный совершенно парень, и мать его Света вообще замечательная. Но Мишка упорный, такой небольшой такой шкет неопределенного возраста. Я не знаю, за что он сидел, но он каждый день заходил в столовую в зоне, и кричал «Слава Украине!» И отзывался слово «Герой слава!». Его били смертным боем, выкидывали из столовой, на следующий день все повторялось. И вот он это все делал вот с ноября. У него живого места нет. Вот все, он вернулся позавчера. Ролик у меня с ним есть. Я же его не видела никогда. Увидела, да, я думала, что он такой мощный богатырь, да, вот такой. И он шкет. Это вот сейчас говорит, немножко отъемся, и очень хочу в ЗСУ, да, вот если возьмут, как это не возьмут, сбегу, буду партизанить, вот все. Ну, вот какие-то такие люди удивительные. Ведь там взяли не только заключенных, которые имели сроки, они взяли еще и СИЗО Херсонское. А кто был в Херсонском СИЗО? Херсон был оккупирован с мая по ноябрь. Там были партизаны. И совершенно понятно, что российские власти они очень интересовали. Никто их не сдал. Без документов же всех увозили. А никто их не сдал. Все сказали, что вот за пьянку сижу, там нет, за угон автомобиля. 2500 человек. Зэки, зычары, да, там вот совершившие преступления. Это не то, чтобы я их обожествляла, и они не ангелы скрыли меня. И бегали не от нас, и что только ни было. И ловили мы их по всей России, чтобы как-то вразумить. И говно всякое было. А вот подлости и предательства нет. Но ты в состоянии эту работу осуществлять отсюда? Конечно. Более того, так как я здесь, я голос этой группы. Потому что дальше-то мы уже работаем с украинскими юристами. У меня там чудесная партнерка, юристка Анна Скрипка. Ой, тоже огонь. И она оттуда говорит, я отсюда. Да? И она может показать своих волонтеров, а я своих нет. Это еще мы ничего не сказали про цивильных заручников, про гражданских заложников. Их 8000 в России. И, знаешь, дай бог, если их 8000, а не 6. А кто эти люди? Давай сейчас скажу, откуда цифры, потому что у нас сначала, 1,5 года назад, был список 100 человек. Ну, например, Виктория Андруша,
Учительница математики 25-летняя из Чернигова. Ее взяли просто вот на селе. Она такая стала символом сопротивления. Ой, не надо, замуж вышла. Мы сейчас ждем прибавления. Обменяли ее в октябре. В марте, в 22-го взяли, в октябре поменяли. Или, например, Сережа Удовиченко, агроном 35-летний, в конце февраля под Харьковом вышел на поле. Роман Вуйко, боль моя. Роман Вуйко в марте 22-го. Его взяли из своего дома в Гостомеле. Он мой ровесник. И он глубокий инвалид, прям глубочайший. Зачем-то приволокли в Россию. Мы знаем, что он жив. Но я, например, не уверена, что его хотя бы раз переодели за это время. Мы не можем добиться, потому что их там нет. Пока их не отдают под суд, их там нет. А его под суд отдать нельзя, потому что а в чем его обвинить? Потому что они не того взяли. Как только он пойдет под суд, будет сразу видно, что человек не мог быть шпионом, да, там, диверсантом. Ну, не мог. И ты считаешь, что таких людей около от 6 до 8 тысяч? Это не я считаю, а это считает Харьковский правозащитный центр «Мемориал». И я-то все время надеюсь, что их меньше. Мы очень мало кого знаем по фамилиям. По фамилиям-то мы знаем сейчас на сегодняшний день человек 300, не больше. Потому что особенно было много после деоккупации Изюма, когда родственники звонят, начинают забирать свои заявления. То есть они думали, что он в плену, но нет. Он в могиле. И это только гражданские. А есть еще фильтрация. По всем международным конвенциям военнопленный – это тот, кто на момент начала войны был с оружием в руках в военной форме. А российские власти так не считают. Российские власти считают, что военные – это паспортистка, что военные – это военный врач в отставке, что военные – это ветеран АТО 2014 года. И они все не проходят фильтрацию и попадают к военным пленам. Это поди ж догадайся. Когда мы первый раз начали искать, да, вот паспортисток, врачей, и только там через полгода жена подумала, говорит, а вдруг это важно? Он у меня был военным врачом там 10 лет назад. И оказалось, что это важно, что вот он считается военным. А где они содержатся? С военнопленными вместе. А это тюрьмы, которые в ДНР, ЛНР? Там, на самом деле, худший вариант, потому что там черная дыра. Там не могут работать ни украинские юристы, ни российские юристы. Украинские, понятно, потому что территория оккупированная, а российские, потому что как только туда сунешься, ты по украинским законам уголовная ответственность. И в итоге там только ФСБшные адвокаты, когда они в России, им особенно начинают предъявлять обвинения, сколько бы им ни запросили, в чем бы их ни обвинили. Во-первых, мы знаем, где они. Во-вторых, вы можете с ними уже общаться. Через нас с лесами напрямую переписываться. Через адвоката. Можно передачи делать. Можно попробовать с медицинскими посылками и так далее, и так далее. То вы будете их видеть. Будете знать, где они. Пойдет на зону, да тут 25 лет. Но он не просидит 25 лет. Во-первых, это по-любому все равно обмен. Со сроком, без срока – это обменная история. Во-вторых, мы же понимаем, что все эти сроки до одного события. А дальше совершенно понятно, что даже будь после Путина самый страшный крокодил, ему придется выпустить. По твоим подсчетам, какое количество заключенных из российских тюрем отправились на войну во время вербовки Вагнера? 50 тысяч. Чуть поменьше. 49 500, что-то в этом духе. Сколько из них погибли? Я знаю боевые и небоевые потери. Это то, что не вернулось на фронт. То есть... Это убитые, тяжело раненые, дезертировавшие, сдавшиеся в плен. Поскольку всегда почему-то на прекрасной 26-й части суши, 8-й, сдаваться в плен считается позорным для всех. То, например, Пригожин старался выплачивать 5 миллионов рублей, вот эти вот похоронные, родственникам людей, которые сдались в плен, выдавая их за мертвых. Потому что нагорало за пленных ему прежде всего. Почему он сразу говорит, что попытка сдачи в плен – расстрел? Сколько мы знаем случаев, когда женщина получает похоронку, получает гроб, который нельзя открывать, почетную грамоту, ордена, медали, 5 миллионов рублей, почет и уважение, вдова героя, дети, сироты героев, а не вот это вот все. Не жена и дети алкаша, хулигана, разбойника, насильника, педофила, там, кого еще. А потом он звонит из плена: «Здравствуй, Люся». Говорит: знаете что, молодой человек,
Не беспокойте вдову. Человек, который придумал эту систему материального вознаграждения, умный? Умный. Умный. Есть что противопоставить? Нет. Опять же, растет жилищное строительство невероятными темпами. Дорожное строительство, инфраструктура. Все растет. Все деньги уходят в экономику. Умный был очень человек, который придумал сделать резервуар из зэков. Резервуар для войны. Очень умный. А ты знаешь, кто это придумал? Я думаю, что Путин Ну, не сам же. сам. Вау. Я думаю, что сам, потому что именно он не давал никому проводить тюремную реформу. А ведь она очень простая, дешевая, хорошая. И вообще она такая прямолинейная очень. А в чем она заключалась? Вот можешь 3 пункта назвать? Да, конечно, снять погоны, чтобы это было гражданское ведомство, а не военное. И чтобы первую скрипку играли не оперские отделы, а там, врачи, учителя, психологи, там, вот это все, инженеры. Второе, вокруг поставьте Росгвардию, да. Тут хватит вертухаев плодить. И третье, второй ключ от тюрьмы – местная власть. Потому что когда человек пропадает, исчезает в тюрьме, он обычно же это вот московских, питерских сажают черт знает куда. А если ты в Калуге совершил преступление, ты в Калуге и сидишь, в Калужской области. Когда тебя сажают, ты пропадаешь там, на 5, на 10 лет. И что с тобой происходит, местные власти не знают. А потом такой нарисовываешь через 10 лет. И у тебя профессия, не знаю, там, штукатурщик. А им маляры были нужны. И сейчас нужны маляры. А он штукатурщик. Его жена бросила. Жилья у него нет. Так откуда они знают? Что с ним делать-то теперь, местным властям-то? Вот он без работы, без профессии, без образования. Оказывается, жилье было и нет. Куда ему совершает новое преступление на территории области? У области падают показания по преступности. Все это ложится на местный бюджет, потому что это все местные менты, местная прокуратура. Знаешь, ни в одной стране, ни вот в самой чудовищной и раздолбайской стране, ни в одной стране никто, никакая местная власть не хочет, чтобы у них росла преступность. Нет такой цели. А русская тюрьма построена так, чтобы она росла. Местные власти недовольны почему-то. Отдайте им второй ключ. Пусть он будет распутинский губернатор до невозможности. Пусть он будет трижды единорос. Ключ ему отдайте от тюрьмы. Потому что он тоже не хочет, чтобы по области резали там детей и старушек. Сейчас, когда, в общем, заходит, видимо, звезда ЧВК «Вагнер», ты несколько раз в интервью, и теперь у тебя даже есть по этому поводу судебный иск, говорила о том, что восходят звезды других ЧВК. И там твоя цитата о том, что у каждого более-менее приличного олигарха теперь есть свой ЧВК. Упоминаешь ты при этом Дерипаску и Алтушкина, а про кого ты еще знаешь? Было официальное постановление в прошлом году, правительственное, что «Лукойлу» разрешили сделать свою ЧВК. У «Газпрома» уже была ЧВК. Правда, ни ЧВК «Лукойла», ни ЧВК «Газпрома» я на фронте не видела. Я видела Алтушкина и Дерипаску. ЧВК «Патриот», они есть на фронте. Это Шойгу личное. Есть еще ЧВК «Рысь», ЧВК «Сокол», ЧВК «Ветеран» и так далее. Но это все так или иначе подразделения ЧВК «Редут». У нас главный сейчас военный человек, главный военизированный человек – это Дерипаска Олег Владимирович. А что случилось? Я могу понять, зачем Дерипаске занять, например, место Вагнера, имея в виду никак не внутренний рынок, что есть Украина для него, а внешний, потому что бокситы, Африка, вот это все такое. Средства от разного рода переворота, чтобы они были в твою пользу, да, одно – ЧВК. Иметь там ЧВК. Ну, это международная разбойная практика. Кровавый алмаз, юный Леонардо Ди Каприо. Ну, все, что хотите, да. То есть мы все это показывали. И я думаю, что плата за это участие в Украине. Но эти ЧВК не пополняются уже заключенными. Пополняются. У них у всех контракты с Минобороны, у этих ЧВК. А что это за ЧВК такой есть контракт с Минобороны? Владимир Владимирович спрашивай. Как это может быть частная военная компания, когда у него все из бюджета? Я не знаю, как это может быть. Может такая произойти ситуация, что российские тюрьмы опустеют? Ну что вы, не беспокойтесь. Нет. У нас круговорот этого все в природе вещества. Откуда взялись эти головорезы в России? Я думаю, что ни у кого, ни у самого циничного изобретателя этого плана не было в голове, что кто-то там отвоюет,
будет помилован и вернется в Россию. Конечно, нет. Это вот досадная случайность, досадная оплошность. С ней сейчас люди работают, разбираются. Не было никого запрограммировано, что Пригожин поссорится с Шойгу и заберет своих головорезов с фронта. Они должны были там все пропасть. А так они поссорились и вывели. Летите, лебеди. Ведь сейчас Министерство обороны на полгода не подписывает контракты, как было раньше, полгода. Полтора. За полтора управятся. А как ты себе представляешь их возвращение в мирную жизнь? Они чувствуют свою полную безнаказанность. Это самое главное чувство – безнаказанность. У многих из них есть большое желание, и они себе не отказывают удовольствия, найти судью, который их судил, найти прокурора. То есть я знаю уже несколько случаев, когда их сажают еще раз уже за угрозы. Обычно это люди из небольших городков, если вдруг знают. Себе не отказывают удовольствия прийти к полицейскому, которого снимал с теплого трупа. Они прекрасно знают еще, что, во-первых, их нельзя трогать. Их нельзя трогать. Их нельзя трогать. Если он не изнасилует малолетку или не убьет старушку, их трогать нельзя. Закон о дискредитации героев специальной военной операции до 15 лет. Никто их трогать не будет. Я все время заступаю за ростовскую полицию. А что их не было, а что их не было, а что не убежали, а что не испугались. Это когда бывшие заключенные, отслужившие в Вагнере, устроили в Ростове там погром. А с какой стати они их должны брать-то? Они их уже брали. И не один раз. Они здесь как оказались-то? Что теперь за ними бегать всю жизнь? Они будут брать, а эти выпускать. И что? Плюс ко всему они знают, ну ладно, ну хорошо. Ну изнасиловали малолеток. Ну убили старушку. Ладно. Их берут. Ты пишешь заявление о желании участвовать. Вуаля. И опять едешь на фронт. Да? А без тюрьмы есть процент какой-то возвратов на фронт? На самом деле, многие хотели бы вернуться в Вагнер. Для них это мужское братство, боевое братство. Знаешь, а самое главное, я не знаю ни одного случая, когда вот заключенные из тюрьмы с воли там другая мотивация. А вот когда из тюрьмы, чтобы они хотели на войну за деньги. Или чтобы они хотели на войну убивать фашистов. У них нет материального стимула и нет пропаганды в голове. Интернет-то есть. А что, они хотят стать героями? Нет. А многие из них впервые себя почувствовали нужными. Вот я здесь отсижу, выйду, работы нет и не будет, семьи нет и не будет, дома нет и не будет. Я за год сопьюсь, скалюсь или вернусь обратно. А здесь я механик БТР. Там парни говорят: Макар, ты нужен. А многие из них впервые слышат эти слова вообще в жизни. Нужен. Кому-то нужен. Это квартира 62. Очень старое намоленное место. Вот, в квартире 62 недавно отмечали 15 лет. Русти сидящий 15 лет. А сегодня здесь будет украинский стендап. Молодые ребята. И говорят по-русски, и говорят по-украински. Украинцы будут. Я думаю, что будет много украинцев, будет много русских. У меня есть охуенная шутка новая, что я знакомлюсь в Европе с людьми из России, из СНГ и так далее, ну, особенно с России, и они, блядь, настолько по-украински, что меня бесит, блядь. Вот это слава Украине, блядь. Вот это, блядь, Майдан. Ну это все наша хуйня. Ну что вы вот это вот за наш перебой? Они настолько, блядь, хейтят Путина, что мне ничего, не нахожу ничего лучше, чем просто, блядь, начать его защищать. Блядь, ну нормальный же мужик. Блядь, сделал. Ну не все однозначно. Максимально Леопольский, Богдан Миколаевич Самоненков! Добрый вечер! Короче, у меня есть клиент, он себе набил вот так вот, короче, полностью. Грудь, живот, все, герб России. Это было в 2013 году. И, короче, в 2014 начинается война, и он такой: бля. Ну это круто. Это когда вот такие есть такое клеймо, это видно дурачка. То есть за границами России как будто бы войны не существует между людьми? Нет, она существует, но когда ты ходишь в правильные места и всех знаешь, тебя не вызывает аллергии коктейль «Стефания» и Тарас Шевченко, висящий на стенах. Мне кажется, что если ты поддерживаешь войну, то у тебя сразу
здесь появятся прыщи, загорятся ладони, там, я не знаю, что и пятки, ты отсюда убежишь. Поэтому те, кто сюда ходит, то свой-чужой, да, это вот пароль отзыв. То есть если молодой человек здесь украинец или молодой человек россиянин, значит, люди ушли от мобилизации? Здесь, во-первых, очень много детей. Во-вторых, очень много студентов, которые уехали 3 года назад, 2 года назад. Здесь есть, конечно, и русские, убежавшие от войны. И, наверное, я большинство знаю. Все так или иначе помогали мне перетаскивать там какую-нибудь мебель, там какую-нибудь чинить что-нибудь, да, там гвозди забивать. Здесь много солдат, которые вернулись с войны. Вот у меня лично есть, по крайней мере, 3 друзей украинцев, которые вернулись с войны, все. Это контузии, то есть это уже они с семьями. А есть, знаешь, у меня был случай, мы с моим другом Юрцом пошли разбираться с моим банком, который там опять там, в очередной раз там что-то говорил, там, это принеси бумажку, эту, докажи, что ты хорошая русская, вот это все. Приношу им бумажку, и, там тетечки немецкие, банковские, такие, как тетечки были в Сбербанке там 20 лет назад. И вот моя тетечка сидит, разбирается, заходит парень, молодой украинский, лет 30. И он не говорит ни на каком языке, и он при этом говорит со своим адвокатом по-русски. И они пытаются открыть счет, чтобы открыть здесь суши-бар. И никто ничего не понимает. Мы с Юрцом переглядываемся и говорим, мы можем вам помочь? Да. И, значит, мы уже втроем собрались все тетечки немецкие. Мы помогаем парню открыть счет для суши-бара. Немецкие тетечки понимают, что вот она, дружба народов, вот оно единение, вот у нее русский паспорт, у парня украинский. Посмотрите, как они сидят редком, говорят лотком, как хорошо. Мы с Юрцом выходим с каменными рожами, закрыли дверь за собой, все. Ты же понимаешь, кто он? Это человек, бежавший от мобилизации, который не хочет идти воевать и защищать свою родину, который заплатил денег на границе, по всей видимости. Потому что, если бы он был бы здесь раньше, он знал бы язык. Он явно не раненый, явно не калека. А какое право мы имеем его судить? Никакого. Ты жертвуешь деньги на ЗСУ, и ты этого не скрываешь. Ты можешь объяснить, почему ты это делаешь? Я не жертвую деньги ЗСУ, я покупаю. Вот магазин на углу. Покупаю то, что нужно. Прежде всего, наверное, я чемпион по покупке европейского автохлама. Потому что, например, мы покупали скорой помощи в Бахмут. Они одноразовые. Скорая помощь в смысле машины? Скорая помощь, да, скорая помощь. Они больше 2 недель не жили на фронте. Да, они дешевые, они стоят, там максимум 5-6 тысяч евро они стоят. Главное, чтобы была высокая крепкая подвеска и карбюратор, коробка передач, все. Приборы ночного видения, извини, это не средство нападения. Тепловизоры – это не средство нападения. Тепловизор, знаешь, это такая штука, которая и средство защиты, и средство нападения. То есть ты видишь, и кто к тебе идет, и куда, и к кому ты идешь. Да, я, представляете, как это фигово звучит. Но вообще-то, если я могла бы сама физически поехать, я бы поехала. Но я буду обузой. Я буду мешаться. Скажи, ты хотела бы поехать, чтобы воевать, или ты бы хотела поехать как журналист, чтобы смотреть? Воевать – это не против своей страны, а против агрессора. Против тех, кто напал на чужой дом. Если бы ты была бы в гостях у друзей с детьми, на них напали бы какие-то там урки, ты бы защищался? Ты помогала бы семье защититься? А это урки, кстати говоря, и есть. А ты когда-нибудь была на войне? Я была, я бы сказала так, около войны. Чечня. Я не знаю, что это могу увидеть и услышать от того, что я не видела, не слышала до сих пор. Нет, я про другое спрашивала. Ты про себя точно знаешь, что ты могла бы убить человека, выстрелить в него? Ну смотри, я не могу точно совершенно отрубить курицу голову. Тут я в курятнике умру с голоду. Но я себе часто представляю, что я в темном переулке встречаю Путина голыми руками. Ну вот, пожалуй, кроме него никого. Зачем тогда тебе на войну? Я же не говорю о том, что... Может, это просто для красного словца ты так говоришь? Нет, я просто очень хотела бы быть полезной. Я не могу быть полезной там, понимаешь, я не могу. Кстати говоря, я со времен начальной военной подготовки
умею стрелять, разбираю автомат Калашникова. Я плохо бросаю гранаты, всегда очень плохо делаю. А это я до сих пор умею. Проверяла тут последний раз не так давно. Но я не представляю себя, конечно, стреляющей, но она не только стреляющая. Я очень хорошо знакома с одной начальником тыла, собственно, с которой я работаю. Вот, который мне периодически пишет, что касок нужно столько-то, тепловизоров столько-то. И я просто вижу, как люди выбиваются из сил. Я вижу очень много работы, связанной с правозащитой и с юриспруденцией. Ну, собственно, я и так занимаюсь. Это прежде всего адвокатские опросы попавших в плен и с той стороны, и с этой стороны. Потому что, например, русские, особенно заключенные, меня интересуют их показания, ну, например, что такое ямы, да? В последнее время выясняется, что проштрафившихся сажают в ямы. И ямы есть дивизионные, штабные, ротные. И туда сажают там, тех, кто спорит с командирами, или тех, кто там бухает, там еще что-то такое. Вот как ты себе представляешь ямы? Ну, это яма, как яма со времен кавказского пленника. Именно. Вот, опять же, я разговаривала с заключенным, попавшим в плен, и он рассказывал, что это обычно подвалы, когда домов нет уже наверху. Я вот это физически не представляла. То есть там, где раньше хранились огурчики, помидорчики. Или очень важна работа по документированию преступлений по отношению к украинским заключенным. Вот когда освобождается цивильный заручник, да, гражданский похищенный, это же на самом деле очень тяжелая работа попытаться выявить россиян, кто их мучил. Они же не представляются. И они в балаклавах очень часто. Вот обычно Виктория Андрушина, вот она была первая, где я вот 4 часа сидела и слушала, как опрашивают украинские адвокаты, и понимала, что надо спрашивать. То есть вот к ней приходил там Иван Петрович, и вроде как он прокурор или помощник прокурора, он был в штатском. А как выглядел Иван Петрович? Какой был день недели? Какое было время дня? Какой был костюм? Блондин-брюнет, лысый, с зачесом без зачеса. Как он говорил? Фрикативное Г, не фрикативное Г. Вот это, ну, конечно, по-другому это спрашивается, но смысл этот. И в конце концов, там, после 4 часов, опа, смотри, это точно. Кого-то можем найти. Это же тоже очень важные вещи. А пока ты это не фиксируешь, то, что Лера сказала журналистами, это нельзя предъявить в Гаагу, да? А вот коллектив адвокатов это все записал, зафиксировал, поставил подпись, число, там, дату, время, записывается видео, да, вот это показания. Или, например, он рассказывал про, другой заключенный, про женщин на войне, заключенных наших, завербованных. Какие они, кто они, сколько их. Еще другой заключенный у меня встретил снайпершу, по-моему, влюбился, по имени Лаки, то есть позывной. Молодая москвичка. Молодая девочка. Она сейчас в плену. То есть был рассказ сначала про, как он ее встретил, потом я начала послеживать и нашла уже ее в плену. Правда ли, что существуют специальные отряды из женщин-заключенных? Волчица, да, волчица называются. Я очень надеюсь, что из них отбирают женщин, имеющие специальность фельдшера, повара, и как-то их пристраивают к какой-то более или менее работе. Таких не очень много. Они штурмовички. 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 У них отдельное подразделение, они не вместе с мужчинами воюют, но они там пересекаются, да, в окопах, там все. Они точно так же добровольно идут? Еще как. Причем, действительно, если у мужиков есть нужность, то эти хотят жизнь отдать. Вот мы смеемся над Мединским. Они все смотрели фильм «Зоя». Они все хотят быть как Зоя. Они стихи пишут. Они хотят отдать жизнь за Родину. Скупить свою вину жизнью. В женских зонах нет телефонов, нет интернета. Они всю информацию получают из телевизора. И походы в кино. Вот такое. Они искренне хотят это сделать. Самое сложное, например, вот тоже, с чем бы я работала, но, опять же, мне мешает дислокация. Ведь самые страшные пыточные тюрьмы, они где? Они на оккупированных территориях. И там в Синчике у меня есть рассказ перехваченный парня, обычного контрактника. Он маме звонит. Его туда, вот, собственно, прикрепили, попытать. И он рассказывает, как пытает. Говорит, ты знаешь, мам,
А на теле мужчины можно вырезать 21 розочку. Ты уверена, что это не фейк? Нет, уверена. Это когда, да. То есть парень рассказывает своей маме, Да. как можно пытать людей. Мама хохочет. Потому что это же предатели, это укропы, да, это же вот это все фашисты. В любом случае, людей, которые уехали в командировку от ФСИН, вот их очень тяжело вычислить. Вот ФСИНщики, которые работают в России с военнопленными, мы их более или менее знаем. Да, кто это? По крайней мере, начальника заведения. И, кстати сказать, у меня в этом плане ко ФСИНу претензий нет. Редкий случай. Потому что, когда попадают украинские заключенные, а вот либо цивильные заручники, а уж тем более военнопленные, они не входят в систему ФСИН. Там военная полиция и ФСБ работает. Поэтому, когда вокруг зоны меняется конвой, меняется охрана, и это военная полиция, значит, там украинцы. Когда там адвокат приезжает и разговаривает с начальником СИЗО или с начальником лагеря, иногда начальник лагеря прямо проговаривает это. Он говорит: у меня их нет. Поэтому люди, которые пытают в России, это не ФСИН. А вот люди, которые пытают там, это ФСИН. Ну, там под руководством ФСБ, там прочее, они туда вот командированы, их очень трудно вычислить. Это надо делать вместе с Россией, то есть надо смотреть, где из какого ФСИНа сколько убыло. Действия практически пока почти нерешаемы. Они все в балаклавах работают. Как ты себе представляешь в реальной жизни окончание войны? Есть миллион предложений. Я не верю ни в одно из них, потому что я очень хорошо помню подписание Будапештского меморандума, хорошо помню Минские соглашения. Все это хорошо помню. Я не верю в то, что возможно остановить войну, пока Путин жив. Я понимаю прекрасно, что сейчас в Москве нужен мир или перемирие, потому что выборы, и они о выборах думают сейчас больше, чем о войне. Под это дело может быть что-то подписано. Но пока он жив, он передумает, снова нападет. Не знаю, на Польшу, на Турцию, на Северный Казахстан. Ты думаешь, нет? что реалистичные опасения? Ну смотри, Путин за свое правление оттяпал 20% Грузии, большую часть Украины, и Крым, и Донбасс, и Луганск, и Мариуполь, и часть Запорожья. А кто поручится, что не понадобится что-нибудь еще? В 1989 году ты уехала в Америку. Что ты там делала? Работала официанткой в ресторане «Самовар» и пела на разогреве в ресторане «Черное море» о Любови Успенской. Хорошая жизнь, Оль. Да неплохая. Очень есть хотелось. Кого ты видела в ресторане «Самовар»? Бродского видела? Не видела. Барышникова видела? Не видела. Никого не видела. Что за смены у тебя такие были? Никого не видела. Видимо, потому что я, наверное... Только Каплана? Только Каплана, да. Это правда. Только Каплана. И нескольких еще ребят-официантов, с которыми потом мы очень-очень долго дружили в Москве. Они стали там большими сомелье. Почти все вернулись. Но мы все вернулись, потому что 91 год, баррикады. Нет, я, собственно, за этого вернулась, естественно, все. И у меня не было никаких сомнений, что все. Yes. Что был за город Москва в 91 году в августе? Город будущего, которого возможно все. И это будущее было абсолютно безмятежным и светлым. Ну, то есть еще там 3 дня назад было понятно, что слава КПСС, да, наше знамя коммунизм. А вот тут все, теперь вообще все будет по-другому. Сейчас иллюстрацию надо проводить. Сейчас, конечно, всех судить. 5-й пункт отменить. Сейчас будет новая конституция, новая страна. Вот как я завидовала падению стены и понимала, что никогда это не будет со мной, с моей жизнью. И вот оно, мое падение стены. Я оказалась недолго ждать совсем. И такой вау. И неважно, что будет потом. Совершенно понятно, что вот этого морока больше не будет. Ну, потому что все же нормальные люди, вон и сколько. Все ж только за. И как эта кучка вообще какого-то говна могла держать всю страну вот так вот в ужасе, в страхе. А когда их совсем мало, нас вон сколько. Мы уже не отдадим. А сколько вас оказалось на самом деле? Это переходящее красное знамя. Поскольку кто-то, не знаю, отошел, условно говоря, в нацисты, в нацболы, не знаю, вампиловцы, кто-то свихнулся, кто-то уехал, кто-то умер.
При этом народилось новое поколение, и не одно. Мальчишки нынешние тюремные, я вот смотрю на них, да, те, кто сел сейчас за антивоенную позицию, это же тоже, в общем, мы. Поэтому, да, нас мало, но все время родятся новые, которым надо все объяснять. Знаешь, мне это было очень хорошо понятно после 11-12 годов, после этих протестов, когда вышли то, что называется «Школота». Это был март 17 года, прошло 5 лет. И несколько человек мы защищали, и это были люди там за 20. Они не в курсе были про болотное дело. Они не были в курсе этих протестов 11-12 годов. Прошло 5 лет. Выросло поколение, которое этого не видело. Никто не рассказывал. Они говорили: тетенька, нам было 16, когда все это было, но мы другими были заняты. А потом, да, дальше. И снова рождались поколения, которые вот сейчас никто не помнит 17-й год. Какая школота. Но они же рождаются все равно. Все равно рождаются. Сколько таких? Не знаю. Мало. В 90-е ты оказываешься в журналистике. И это такая журналистика, которая как будто бы независима, но, с другой стороны, все средства массовой информации так или иначе принадлежали разным олигархам. Ты понимала, что что-то не так идет, что что-то не то? Довольно долго не понимала. Я и 96-й год, выборы Ельцина, не очень тогда поняла. Ну, ты участвовала в газете «Не дай бог»? Не участвовала. Я участвовала в газете «Сегодня». То есть это все-таки газета было... «Сегодня» участвовала в газете «Не дай бог». Да, в газете «Не дай бог» не было ни одной моей заметки, не было ни одной моей строчки по младенчеству лет. То есть я бы написала, если бы попросили. Потом, когда мне стало это все гораздо так яснее, стало довольно быстро. «Связь Инвест», 97-й, когда все со всеми переругались. Но ты все еще работаешь в газете «Сегодня». Я все еще работаю в газете «Сегодня», но у меня появилась своя теория, что если случаются вот такие ограничения свободы слова, когда что-то кому-то все время принадлежит, противоречивость интересов дает потребителю информации возможность, глядя на основные каналы, сформировать свою точку зрения, которая будет более или менее объективной. Ведь по большому счету Недоренко, который был представителем главным канала Березовского, не Киселев, который был главным представителем канала Гусинского, они же по большому счету никто не врал. Они подавали информацию, да, в интересующем их ключе. А вранья там не было, как сейчас. Там не было распятых мальчиков. Подожди, но мне кажется, что они были, просто это были другие мальчики. Нет. Это было не вранье, это было манипулирование. Фигово. Ну, правда. Пропаганда лайт. Вот что я выработала. Если у тебя правые убеждения, не работай в левой прессе. У тебя не будет проблем с свободой слова. Если у тебя левое убеждение, не работай в правой прессе и так далее. Если я левак, я работаю в газете «Завтра». Если я человек правых убеждений, я иду работать в «Коммерсант». Но в газете «Завтра» в 90-е ты получаешь 0 рублей 10 копеек за свои заметки. В газете «Сегодня», на телеканале НТВ, на Первом канале в 90-е ты получаешь очень много денег за то, что ты отражаешь точку зрения владельца этой телекомпании. Вот, собственно, и разница. Потом это изменилось. Частных каналов сейчас нет. Теперь все государственное, как и хотели коммунисты. А все-таки опять коммунисты виноваты? Мы все виноваты, но коммунисты во многом. Мне, конечно, сейчас удивительно, что вот наша такая правозащитная тусовка, вот мы с Машей Эйсмонт, ныне адвокатом правозащитным, она же тоже из газеты «Сегодня». Мы с ней давно это еще обсуждали, что кто бы мог подумать, что мы будем защищать коммунистов. А мы защищаем коммунистов, да. Вот сейчас вот Михаил Лобанов, да. Ну, офигенный же парень, да. Ну, коммунист. А еще 5 лет назад, 6 лет назад мы в Руси сидящие защищали Демушкина. Я по каждому из периодов буду спрашивать про какую-то персону, которая была важна в тот период и в твоей жизни, и в жизни страны. Как правило, это будет связано с людьми, которые потом изменились. И в 90-е в газете «Сегодня» ты работаешь вместе с Михаилом Леонтьевым. Это байка или нет, что он тебя привел в журналистику? Нет, не он привел. Я работала в молодежной редакции АПН, и я занималась тем, что называется сопровождение интервью. У меня на счету, там, например, интервью с Чубайсом, который там был на обложке. Меня это вполне устраивало. И деньги очень хорошие. АПН государственная, между прочим. А тебе взять, потому что ты английский знала? Потому что я знала английский, потому что я знала, о чем спрашивать Чубайса.
Представляешь, журналистика в конце 80-х, начале 90-х. Мы все знаем про политику, а про вторую модель хозрасчета попробуй. Я пошла работать в АПН, тогда, собственно, в бухгалтерию. Я экономист. Ко мне начали приносить журналисты свои тексты про экономику, чтобы я посмотрела. В бухгалтерию? В бухгалтерию. Класс. Я плакала, переписывала, потом сказала, что мне легче самой написать, чем это все переписывать. В бухгалтерии потом так постепенно уходила в небытие, но не ушла. Бухгалтерия по-прежнему со мной, как Русь сидящая в бухгалтерии. Вот чего. Вот. Я по-прежнему очень благодарна, что у меня финансовое образование, и это прям здорово помогает в жизни. Ну, когда ты перестаешь орать, ну, потому что вокруг тебя все правозащитники, и никто из них не знает бухгалтерию, когда ты перестаешь орать, ну, как-то вот дальше все начинается так складываться, какие-то пазлы. Леонтьев. И я тогда для Institutional Investor пришла брать интервью у Мишки Леонтьева независимую еще. И что-то мы с ними языками зацепились. Уже после интервью она уже закончилась, все такое. Он говорит, а что ты там сидишь-то? Вот сейчас новую газету создаем. Давай. Было, пошли. Каким был Михаил Леонтьев в тот момент? Что это был за человек? Чудесный. Но я этот вопрос даю себе не первый раз. Я дала себе труд покопаться в его первых публикациях. В 92 году я нашла. По-моему, это был журнал «Вопросы экономики» или даже журнал «Коммунист», который тогда возглавлял Гайдар. Я прочитала его статьи, поняла, что он-то не изменился вообще. Мы просто этого не видели. Он всегда был государственником. Это плохо. Нет, это не хорошо, не плохо, это дискутируемо. То есть он никогда не был либералом, а я принимала его за либерала, да. Чуть позже, это я уже помню, это моей памяти, он полюбил Пиночета внезапно по двум причинам. Ну, во-первых, коммунистов всех расстрелял и правильно сделал. Во-вторых, провел пенсионную реформу и вывел экономику Чили. Мне уже тогда казалось это немножко спорным, особенно насчет коммунистов. Ну и потом, люди, воспитанные на Инне Чуриковой фильме «Прошу слова». Что с тобой? Помнишь, с Губенко? Она сидит и плачет у телевизора. Они убили Виктора О'Хары. И тут вдруг такое. Нет, это мы менялись. А он как раз какие-то допускал компромиссы, наверное, сам собой. Он же деньги добывал для всех редакций всегда. Он ходил к Гусинскому. После Гусинского он пошел к Березовскому, но то я уже сказала, что нет. Это вот... То есть он сходил к Гусинскому, взял деньги на газету «Сегодня». Так. Потом он пошел в Минотеп и взял денег на газету «Дело», которая так и не состоялась. Потом пошел к Лужкову и взял деньги у Евтушенко на программу. На самом деле. Которая выходила на ТВ-центр. Да. А потом пошел к Березовскому. И оказался на Первом канале. На Первом канале, да. Ну, какой же это государственник? Это просто за деньги? Ну, собственно, он не видел в этом ничего плохого, собственно, как и я, как и ты, кстати сказать. Потому что других-то не было. Когда он шел на канал ТВЦ, и редакция несостоявшейся газеты «Дело», мы же не знаем, что она не состоится, она меня послала вслед за Леонтьевым, чтобы я за ним присмотрела. Ну, потому что Миша, как известно, не умеет пользоваться компьютером. Он собирался то, что сейчас называется, делать стримы. Был очень сильно впереди времени. Это был 98-й год. То есть отказывался работать с суфлером, потому что это все-таки компьютер. И не понимал, почему режиссеры, операторы, там, монтаж должны что-то там, какие-то сюжеты готовить. Ну и плюс ко всему, Мишка тогда уже был сильно запойным. И надо, чтобы кто-то как-то подхватил падшее знамя, тем более, что у меня всегда был ангельский характер. Если мне не наступать на хвост. Поэтому я все это вполне терпела. Ну и в какой-то момент, то есть очень быстро, где-то через неделю, после старта великой программы «На самом деле», Миша сказал, что я устал, я прилег. И я написала текст и пошла в эфир. Ну, потом так стали через раз, а потом вот это все. И у Мишки тогда был прекрасный совершенно слоган сложился, почему мы пришли работать к Лужкову. Он сказал так, значит, я договорился. У нас полная свобода слова, вообще полная про все. За одним исключением. В кепку не срем. В кепку не срем. Да, но до этого была газета «Сегодня», в которой тоже были ограничения. Но ты знаешь что? Я очень хорошо помню выпуск газеты «Сегодня». Это был 96-й год, самое начало
начала первой чеченской кампании, у нас на первой полосе вышло 3 колонки авторских. Колонка Леонтьева, колонка Маши Эйсмонт и колонка то ли Паши Фельгегару, то ли Таги Панкиной. Собственно, почему 3? Потому что Миша тогда был со стороны федералов там, и у него была такая жесткая федеральная позиция по отношению к войне, к Чечне. Была Маша Эйсмонт, которая работала с другой стороны. И был, по-моему, Паша Фельгегауэр, у которого была такая более-менее центристская позиция. Ну, взгляд сверху, я бы сказала так. И мы просто публиковали 3 колонки с 3 разными мнениями. Они друг другу противоречили. По крайней мере, Гусинский имел газету, потом позже телевидение, потому что он говорил, я хотел бы влиять на центр принятия решений. Проблема в том, что не было никакого центра принятия решений. Мы делали, что хотели. Я вот не помню, в принципе, не помню ни одного случая цензуры в газете «Сегодня», в которой мы были. Ни одного. И когда он появился, этот первый случай цензуры, как раз началась битва за «Связь Инвест». 97 год. Да, мы уже все снялись и собрались и ушли в место, которое не участвовало в схватке со «Связь Инвестом», тогда это был Минотеп. Но нет же у тебя ощущения, что вот этот всплеск, фонтан журналистики 90-х связан с тем, что просто за это платились хорошие деньги, и люди были увлечены самореализацией, а не тем, как их слова, как их дела, как их сюжеты и работа вообще влияют на то, что происходит в стране? Не думаю. Во-первых, далеко не везде были хорошие зарплаты. Просто на эти зарплаты можно было жить. И можно было сыто жить, неплохо жить, а не покупать квартиры все-таки. В начале НТВ со звездами НТВ Это расплачивались все-таки квартирами. Это телевидение, это другое. А мы просто могли себе позволить много чего. Это было прикольно. А вот то поколение, которое старше меня, Альбац, Геворкян, Аня Политковская, собственно, Политковский, Мукусев, Листьев, Любимов, Миша Шевелев, Люся Телень и примкнувший к ним Леня Парфенов из питерского журфака. Это одногодки. А 90% из всех, кого перечислят, это вообще одна группа, один выпуск. Они меня старше на 5-6 лет. И, в общем, двигали это все они. И я была в семье младшенькой это все время. И я очень хорошо помню лучшие образцы того, чего они делали. За это сейчас не стыдно, мне вообще не будет стыдно. Они, конечно, пора перестройки, но все равно именно они делали окраску 90-х. Я периодически пересматриваю, мне иногда для дела нужно, там, старое намедни. Так это хорошо. Так, только не спрашивай про старые песни о главном. Это другое. Я бы тоже этот вопрос задала. Да? Ну, работа Парфенова, да, она хорошая. Она хорошая, она не стыдная совсем ни одной секунды. С кем договорился Михаил Леонтьев, когда согласился на пост вице-президента Роснефти и стал карательным органом этой довольно мощной организации? Тот влюбился. Миша всегда был влюбчивый. Он был влюблен в Чубайса. Он влюбился в Сечина. Прям вот... я бы сказала так. Знаешь, по-другому. Вот после всех этих либералов он влюбился очень сильно в генерала Лебедя, но не женился. Потом был Путин с Тосей, великий фильм Миша и Пудель Тося разговаривают с Путиным. Но тоже такое, почему-то это было какое-то очень несерьезное увлечение, почему-то вот нет. А в Сечину он влюбился, вот он женился. Он женился первый раз в жизни. То есть все, что происходит сейчас от имени Михаила Леонтьева, происходит не за деньги, а по любви? Я в это верю, по любви. Потому что я, например, знаю, слушай, крокодил, Хамиш, конечно, крокодил, и чудовищный Бармалей, да, и человек, конечно, с руками, которые сделали очень много плохого. Но я знаю, сколько народу там он спонсировал онкологические операции там, и прочее, прочее, прочее. Я понимаю, что это очень просто делать, когда у тебя есть деньги. У тебя есть очень много денег. Многие же не делают этого. А он делает. Одно изменяет другое? Не знаю. Мне кажется, это его разговор с Богом. Не наш. Очень мало же есть
на свете черных или белых фигур очень мало. Мы же все очень крапленые. Он тоже крапленый. Ты можешь про Михаила Леонтьева по-прежнему сказать, что это твой друг, человек, которого ты уважаешь? Нет, конечно, нет. Я последний раз его видела живьем лет 15 назад. Мы никогда с ним больше не разговаривали. Я в ужасе смотрела на то, что с ним происходило. У меня тоже есть светлый момент, светлое пятно. Когда мы с ним случайно встретились в коридорах на Эхе, вот он как раз был уже, вот он только-только переходил в Роснефть, или только перешел, или собирался переходить. И он говорил только про Сечина, больше ни про кого он не мог говорить, у меня прям глаза туманились. Я помню, что он мне сказал: а у Игоря Ивановича есть мечта. Он хотел бы пересечь всю Америку на Харлее. Знаешь, в косухе, чтобы волосы развивались. Можно сощуриться. Мы-то с тобой можем. Хоть завтра. Он никогда. Следующий твой важный период – это РЕН-ТВ. И в этой связи я спрошу про Елену Стефановну Лесневскую, потому что я думаю, что главным мотором твоего появления в РЕН-ТВ была все-таки она. Это мой вообще мотор по жизни. И если я с кого-то делаю жизнь, так это с нее. Я разругалась с Леонтьевым, потому что он ушел к Березовскому, а это все-таки был too much. Но еще не до конца. И я очень хорошо помню, в Останкино можно было курить там в коридорах везде. Там, по-моему, вообще везде. И я стояла, курила вот в этом коридоре, так в довольно нервном состоянии, понимала, что там дальше-то делать. И я прям помню этот момент, потому что с одной стороны от меня курил Пушков, а с другой стороны от меня курил Гарик Сукачев. И я с трепетом смотрела то на одного, то на второго. Я зазвонила на незнакомый номер. Я сказала: алло. Там сказал: так, Оль, это Елена Стефановна Лесневская. Там у вас там что-то там. Приходи завтра ко мне. Вообще выходи на работу. Я тут же сказала: да. Вот прям тут же сказала: да. То, что я про эту женщину уже там много чего слышала, знала. Мне нравились программы, которые я видела. Тут же пошла к Леонтьеву и сказала об этом, что я ухожу на РЕН. Он говорит: ты что, охуела? Я тебя зову на Первый канал, на ОРТ. На Первый канал, слышишь? РЕН-ТВ смотрит 17 домов в Москве. Ты вообще разницу понимаешь? Ну, это то, что мне нужно было сказать, чтобы я точно ушла. И я пришла к Ирине, трепыхая. Я в нее влюбилась сразу, просто сразу же. И вот этот человек, который вот ни одной секунды не дал мне хоть чуть-чуть разочароваться или усомниться в чем-то. Вот если вот я не знаю, что делать, вот надо ей звонить. Она отругает. Она отругает. Тут скажет: ладно, на самом деле нормально. Это правда, что после гибели Листьева Лесневская была одним из претендентов на пост главы ОРТ? Да, насколько я знаю, да. Ну и вообще она легко могла бы быть акционером ОРТ. И шли об этом разговоры. Но она хотела свое. Мне очень жаль, что этот канал по-прежнему называется РЕН. Вот Все каналы по-прежнему называются так, как назывались. Но все равно это имя. РЕН-ТВ – это ИРЕНа. Что они так сейчас называются? Хотя я как-то ехала в метро. Ты банку Тинькофф скажи. Да, ехала в метро еще тогда, когда я работала. И меня какая-то женщина узнала. Вы на РЕН-ТВ работаете, как хорошо. А ведь канал-то возглавляет, да, вот Рязанов же, да? Я говорю: почему Рязанов? Он говорит: ну как же, даже называется по имени Рязанова. Рязанов Ильдар Николаевич. Во времена Лесневской были ли случаи цензуры на РЕН-ТВ? Мы с Ириной очень много ругались за каждое запятое, за каждого всего. Не Ирина что-то запрещала? Да. А это цензура? Нет. Она часто просто какие-то вещи вычеркивала, говорит: знаешь, Оль, это дурновкусие. Это просто дурной вкус, это пошлость. Нет, я имею в виду сейчас, мы не трогаем этого, про это мы не говорим. Тогда да. Значит, я хорошо помню этот случай. Мне за него на самом деле не стыдно. Я и сейчас не знала бы, что бы я стала делать. Это был Беслан. А так получилось, что я пережила 3 дня в эфире Нордоста. Я сидела в эфире, когда пришло сообщение Интерфакса. И с тех пор я не вышла из эфира 3 дня. И самое ужасное было уже дня через 2, наверное, через 1,5. Пришло сообщение, что в Нордосте убили Ольгу Романову. Выяснилось, что это какая-то девушка, которая мимо шла и, значит, решила сама поговорить с террористами. Ее звали Ольга Романова. А я там жила рядом.
Вот это вот был случай, когда я сказала: пожалуйста, позвоните моей маме, да, что я в эфире сижу, что это не я. А вот после Нордоста, когда случился Беслан, я опять сидела в эфире. Но я уже вышла на смену, что это было утром. А кто же у нас был глава ЦОС ФСБ тогда? Зданович. Зданович, да. Он звонил на канал, как я понимаю, звонил на все каналы. И говорил: значит так, заложников 395 или 365. Мы тогда уже понимали, да, что нет, их не 365. Но у нас был опыт Нордоста. Помнишь, когда Первый канал показывал передвижение спецназа, а закрыли за это НТВ? И тогда было очень много же разборок, как журналисты вели себя неправильно, где. И он сказал: так надо, некогда объяснять, вот это так надо для заложников. И Ирен сказала: так давай, 365 там или сколько там. А я это говорила. Я не знаю, как бы я сейчас поступила. И уже потом, когда стало понятно, что нет, никакого Здановича уже не ждали, Ирен сказала: все, говори, все говорим. И напоследок у меня было. Уже все было понятно, что Ирен отбирает канал. Но еще было непонятно, удастся ли хоть что-то сохранить, или хотя бы продать они, чтобы отжали там и так далее. Подожди, минуточку. А как можно отобрать канал у человека, которому он принадлежит? Как у Гусинского отняли? Чего они от нее хотели? Они хотели, чтобы она ушла. С поста генерального директора? Ну, вообще ушла. Совсем ушла. Что, умерла? Нет, чтобы их там не было. Не было там никого. Чтобы в Ростовском канале пришли другие люди, эффективные менеджеры, и там как-то вот это вот рулили. Неужели она не могла договориться? Она не могла договориться. Более того, она, знаешь, что сделала? Тоже был под конец уже. Она сняла, по крайней мере, 4 серии. Ужасно смешной. Быков писал сценарий. Зубодробительная программа под названием ВВП. Ваши вопросы президенту. Такой вот стёб над прямыми эфирами. Вот это вот все. Ну, как ты думаешь, кто их вел, да? Где был Путин у нас с нашим липсингом знаменитым. Там все. Это была уморительная программа там, с музыкальными номерами. Там, когда Путин пел, плясал. Там все было. А липсинг делал ее сын? Липсинг, да, делал ее сын. Он нас пел, в смысле, Путин у нас пел «Призрак оперы» с развощекой барышней. Лена, ты хлеб из мюзиклов. И мы бы пустили ее в эфир, но дело уже шло к концу. Ирен сказала: ну, слушай, покажу-ка я на всякий случай эти 4 программки там. Ну, они же люди с чувством юмора. И показала. Просто кубарем все. Просто кубарем. Но каждый раз, каждый человек, который идет договариваться с властью, в конечном итоге достигает только временной отсрочки. Эта практика повторяется из раза в раз. Все пытаются договориться, а потом их обманывают. Но вот ты знаешь, у меня сейчас в Руси сидящая точно такая же ситуация. Ну, штрафы сейчас. Штрафы. И у меня трудовой коллектив говорит: Ольга Евгеньевна, мы же там заплатим, там, потому что сейчас пока еще не очень много, там, да вот, еще можно отстрочку. Я говорю: не, ребят, мы сейчас, как обычно делаем, я это все убиваю, переходим в другое место. Все будет так же называться, Русь сидящая, да, там, наверное, хлопотно вам там увольняться, потом поступать на работу. Ну, потому что, правда, я не буду платить ни копейки штрафов, ни копейки. Не я сама, как иностранный агент, вот у меня там уже там миллиарды, у меня пенсии не будет никогда. Ничего не собираюсь платить. Ну, просто потому что, ну, зачем? Ну, Альбат заплатила 22, что ли, или 23 миллиона рублей. Нафига? Все равно ни журнала нет, ни денег нет. Мемориал первое время платил. Сахарница уже понятно. То есть, ну, не надо договариваться, что вот это дайте нам рассрочку, давайте немножко снизим сумму штрафа. Бля, ни копейки не дам. Не буду я с ними договариваться ни о чем. То, что они уже все тоже, да, все сказали. Но ведь до меня-то все договаривались, пытались. А вы сейчас на какие деньги существуете? 2 раза в месяц. 15-го и 1-го. Деньги вносят физически на счет Романа Ольга Евгеньевна, как учредитель. А где ты их берешь? В тумбочке. А в тумбочке откуда? Ну, что ты не спросишь меня, как Роман Ольга Евгеньевна может положить деньги в банкомат в России? Ну, а как тогда ты вносишь? Как это? Аллах дает. Да где прозрачность-то? Я сделала под очень большим давлением нашего драгоценного, на самом деле, правда, вот без дураков, Сережи,
Шароу Делане, покойного. Мы открыли фонд в Праге больше уже 10 лет назад. Называется «За вашу нашу свободу». Сережа умер. Мы вдвоем были с ним там. Вот. Сын Сережи сказал: давай ты. И это всегда была точка сбора денег самых разных. Причем до сих пор у нас основная доля – это частные пожертвования. То есть в России сейчас краудфандинга нет никакого практически. А весь краудфандинг там. Для меня была самая большая загадка, наверное, самое большое пожертвование было в биткоинах. Мы год прожили. Я не знаю, кто это. То есть биткоины полностью анонимные. И спасибо большое этому человеку. Но и до сих пор, да, это частные взносы. Это в Прагу. Теперь есть еще в Берлине организация Руслан Хинтригитен. Есть еще в Берлине организация My Russian Rights, которая делает YouTube-канал. My Russian Rights – это мы получаем сейчас гранты МИДа Германии. А Руслан Хинтригитен пока безлошадная. Мы только в апреле зарегистрировались, только сейчас начали работать. В принципе, Русь сидящая – это все аккумулируется в Пражском фонде, который мне принадлежит. А как я оттуда туда, пытайте, я вам не скажу. В каком состоянии сейчас ваш суд с Дерипаской? Понятия не имею. Вообще не знаю. Он, по идее, должен был уже состояться. Я как-то не простерла свое любопытство, чтобы посмотреть в судебной базе. Не может быть, чтобы тебе даже не было любопытно. Правда, нет. Вот мне все равно. То есть даже если там приговорят тебя к миллиардам миллионов? У меня ничего нет. А то, что у меня не будет пенсии, я знала еще 20 лет. Но теперь у меня минус одна проблема. Потому что я не пенсионерка еще, но когда этот срок пришел бы, мне надо было бы переться в посольство, делать кому-то доверенность, передавать его в Россию, чтобы кто-то ходил там по пенсионным фондам, оформлял мне пенсию, потом Сбер, карта МИР. Все, я теперь без этого. Мне ничего этого делать не нужно. А от гражданства ты не отказывалась? Нет. Почему? Если ты не собираешься что приезжать. Не так-то это и просто отказаться от российского гражданства. Чисто рационально. Я, когда сюда приехала, я уже была девушка второй молодости, и я не могла получить ВНЖ. Я должна либо была продемонстрировать авуары в любом виде, недвижимость в Москве, там все что угодно, примерно на 200 тысяч евро. А у меня ничего нет. У меня вообще ничего нет. И я отчисляю в здешний пенсионный фонд деньги с тем, чтобы у меня была пенсия там, в здешние 67 лет. То есть это уже мои пенсионные здешние отчисления. И пока я не накоплю какую-то сумму, я уж не помню какую, мне не положен даже ПМЖ. Помимо того, что надо язык знать, но язык я сдам, ладно. Я когда была последний раз, продлевала ВНЖ, мне говорят: что вы все ходите-то? Получите уже там ПМЖ или гражданство, там сдайте язык и получите. Да, у вас еще надо... Вот вам сейчас надо заплатить 60 тысяч евро. И говорят: видите, я к вам еще пройду, я думаю, через 3 года, потом еще через 3. Я не буду платить. Я похожу с ВНЖ пока. То, что Лесневская отдала РЕН-ТВ, ее сломало? Нет. Мне кажется, я сломал New Times. Она очень много отдала в этот журнал. Из себя много. В какой-то момент там просто разочаровалась. Не в журнале, не в нас. Но как-то, что все это напрасно. Неистовая Евгения Марковна подхватила, конечно, это все долго несла. А Ирена сказала: я все. А зачем она создавала этот журнал? В стране, где, в общем, уже все было понятно со свободой слова и с перспективами любого СМИ, которая не подконтрольна власти. Тогда еще не было слов «Прекрасная Россия будущего». Но она в это верила, что и шаг, падишах, а тут уже будет журнал. Новое время. Всего 10 лет назад ты входила в Координационный совет оппозиции. Значит ли это, что 10 лет назад ты верила, что политическими инструментами что-то можно исправить? Конечно. Я понимаю сейчас, и мы все понимаем, что точка невозврата – это Крым, 2014 год. Но когда я вспоминаю, например, что я в 2016 году совершенно серьезно писала в ЦСР Алексея Кудрина, Центр стратегических разработок, писала концепцию пенитенциарной реформы и общалась вовсю с секцией, которая писала
концепцию судебной реформы, реформы силовых ведомств, реформы общественного контроля, я все равно это воспринимала еще всерьез, как ни странно. То есть, хотя уже вроде как был Крым, я все еще верила, что что-то можно изменить. И когда в 2018 уже году, после первого скандала с пытками в итальянской колонии номер 1, Валентина Матвиенко, тогда новая про это, там, все выложила. И Матвиенко вдруг сказала: да, все нуждаются в реформе, что надо гражданское ведомство, надо убрать оттуда военных, и по периметру Росгвардия, второй ключ отдать местным властям. Я подумала: Валечка моя родная, это после того, как она объявила об аннексии Крыма и фактически о войне. Я все равно так подумала. Вот это где вы были 8 лет? Да, я не очень хорошая русская. Я подумала: господи, сейчас начнется. Вот уже все, уже Матвиенко сказала. Вышел Путин, сказал, что не трогайте то, что хорошо работает. Пенсионная система – отличная вещь. И я вот только во время войны поняла, что, конечно, он готовился к войне заранее, он готовил резервуар. Он приготовил шикарный резервуар. Вот, собственно, ФСИН – это прекрасный резервуар для войны. Меня просто всегда удивляло в Координационном совете оппозиции и в том, что происходило вокруг него, что в основном в него собрались люди, которые уже что-то потеряли от действий нынешней власти. То есть они хотели бы как будто себе что-то вернуть. Это не были новые люди, которые пришли и хотели бы заниматься политикой. Да ладно, Люба Соболь, Максим Кац, вот эта вся фракция Навальных. Их было меньше, чем не Навальных. А Собчак, я напомню, член оппозиции. А что вот с этой оппозицией, что с этим Координационным советом было не так? Почему ничего не получилось? Ну, знаешь, когда пик протеста приходится на 11-12 год, выборы в Координационный совет проходят еще там через полгода, когда уже это все с горочки, учредительное собрание, которое ничего не учреждает, уже все прошло. Чего вы собираетесь-то? Все. Ситуация прошла. Нечего было уже координировать. Мы уже были разгромлены. Все-таки разгром – это болотное дело. Что было вполне эффективен штаб протестных действий на Покровке. А это уже было мертворожденным органом, который ничем не управлял, не мог управлять. За отсутствием оного. Просто за отсутствием. Твоя российская тюремная одиссея, которая, в общем-то, не была, скорее всего, готова и которая началась внезапно. Что она поменяла в твоем представлении о стране, в которой ты родилась и выросла? Я просто поняла, что я ничего не знаю, да, будучи уже довольно матерым. То есть матерой я была журналисткой вполне. Что я не знаю ни страны, ни людей, я вообще ничего не знаю. И читать Солженицына, Шаламова, Гинзбург – вещь хорошая, но ты ничего не знаешь. И не чувствуешь, самое главное, не чувствуешь. Быстро все почувствовала. Организация родилась мгновенно. Женщины, которых я встретила в свой первый день в тюрьме, они сейчас работают в Руси сидящие. Чуть было тебе не сказала, что тюрьма – это лучше, что мне случилось. Чуть было не сказала. Но, наверное, да. То есть я здесь на своем месте. Кто бы мог подумать. Насколько русская тюрьма отражает происходящее в российском обществе? В российской тюрьме с появлением Путина зоны перестала делиться на черные и красные. Удивительное влияние Путина на нравы тюремные. Ну, вообще, тюремная система не реформировалась с 1953 года. Последний раз была реформа Берии. Закрытая система, система накормления, коррупционная. Что в ней главное? То есть она так же построена, как и ГУЛАГ. Если раньше работало все на народное хозяйство, то теперь работает на частные карманы. То есть в тюрьме есть промка, промышленное производство, где обычно шьют там кевларовые жилеты или производят алюминиевую посуду, что очень ценно, потому что мы с тобой не видим в продаже алюминиевую посуду. Она есть, ее много. Это посуда, с которой едят заключенные, то есть это внутренняя продажа, да? Хорошая вещь. Могут шить детские подгузники и пижамки, да? Аккуратнее их покупать, потому что там всякое может быть. Надо сказать, я много знаю нехороших случаев. А что они туда иголки засовывают? Была очень озлобленная женщина-заключенная, у них как раз шили детские вещи. У нее был туберкулез, она ходила кашлять детские вещи. И обратились, собственно, женщины, которые вместе работают на смену, сделайте что-нибудь. Что ты делаешь?
Ну, там, входишь в контакт там, с кем-то, там, иностранные агенты. Идите нафиг, пусть кашляет, да. Ну, надо было просто ее перевести со швейного производства куда-то туда, где нет. Хоть в библиотеку, да, куда угодно. Перевели. Конечно, хорошо бы отозвать все партии, да, но как ты будешь делать? Да, так вот. И, в принципе, заработок начальника зоны состоит из двух частей. Это, собственно, доходы с промки, потому что это частная компания, которая принадлежит обычно там, двоюродной жене, там, троюродной собаке. И торговля условно-досрочным освобождением, поборы там, на ремонт бараков, туда-сюда. Это все, собственно, в частный карман идет. Поборы и рабский труд. 10 смен за 3 рубля. В зоне 1500 человек. Ну что, никто не будет жаловаться на это? Будут. Будут жаловаться, конечно. Приезжают проверки. Проверка, понятно, не находит нарушения, но это обходится тебе очень дорого. Перестает иметь экономический смысл это все, да? Если все время приезжают проверки и не находят нарушений, то нафига тебе столько красть, да, потому что ты все отдаешь. Значит, надо сделать так, чтобы не жаловались. А как сделать так, чтобы 1500 человек не жаловались? Ты приходишь в блаткомитет. Говоришь, блаткомитет, товарищ смотрящий, дорогой ты мой, можешь сделать так, чтобы никто не жаловался? К слову о протестах. Говорит, ну, могу. Понятно, что в каждом бараке, да, есть свои представители блаткомитета, которые смотрят, чтобы никто не жаловался. Всех предупредили, всем сказали не жаловаться. А если будут жаловаться, будут иметь дело с блаткомитетом, отпиздят, как минимум. Или что похуже. Жаловаться не будут, а ты мне что? Говорит, ну, я тебе там мобильную связь, значит, греф в общак, там наркота, азартные игры, значит, карточные. Ну, вот обычный женский набор. Договорились. Сращивание взаимовыгодное криминала и, так сказать, советской власти. Ну, Пригожин и Путин же то же самое. Шакро молодой и Бастрыкин же то же самое. И это же на всех уровнях. Ну, посмотри на любого губернатора. Да? Есть еврей при губернаторе, и есть блаткомитет при губернаторе. Все в природе сбалансировано. И вот когда у тебя есть спайка начальника зоны с блаткомитетом, это какая зона, какого цвета? Да какого хочешь. А прежде красная зона – это где был… Ментовские, а черная зона – блаткомитет. Да. Зеленые, правда, появились. Это мусульманские. А вы туда вообще не можете проникнуть? Можем. Почему? Там сложно. То есть из мусульманских зон муфтиев гоняют. Ну, потому что они неправильные муфти. Там исламского толка очень радикального. Очень радикального. И, между прочим, это последствия 08. Потому что ФСИН тогда стал бороться с грузинскими ворами в законе. А кто самые сильные воры? Грузины, воры в законе. Тогда Саакашвили их удалил из Грузии. Они куда переехали? В Россию. И ФСИН начал борьбу именно с грузинскими ворами в законе. И пытался назначить на их место любую другую национальность, еврея, русского, украинца, кого угодно, только не грузина. Да, такое двоевластие установилось, но потом же все равно, если ты поддерживаешь вот этими всякими штучками, так сказать, правильный блаткомитет, все равно ты ослабляешь вора в законе, который остается без ресурса административного. Грузинские воры в законе, конечно, с ними все прекрасно, они православные. И они православие держали вот это вот эти вот купола все, это в том числе грузинские мотивы. А кто, собственно, захватывает власть при вот таком переделе? Да? Кто еще сильный? Мусульманские лидеры. То есть выходцы уже из мусульманских республик. И плюс ко всему началась Сирия, началось все вот это вот все, началась радикализация. И представь себе, вот сажают какого-нибудь мирного Дикханина, ну, там на закладке, которые он делал от голода. И вот он Дикханин, и ему чаю надо, зубную пасту надо, он куда идет? Это блаткомитет. А блаткомитет радикальный, мусульманский. Говорит, вот тебе Дикханин, зубная паста, вот тебе Дикханин чай, а вот тебе литература. И мирный Дикханин, он выходит уже через 5 лет или через 3 года, он выходит уже вполне себе радикалом. И это не чей-то злой умысел, это идиотизм. Может ли российская тюрьма сделать человека лучше? Никакая тюрьма не может сделать человека лучше, никакая.
Только сам человек. Многие сегодняшние известные политические заключенные ведут себя в тюрьме выдающимся образом, и все их публичные высказывания, которые до нас доносятся из тюрьмы, и отличаются от того, что они говорили на воле, и как будто бы выкристаллизованы, что ли. Ну, вообще любая тюрьма, а русская тем более, она такая хтонь. Они высвечивают в человеке лучшее, что есть, если ты этого хочешь. И худшее, если вот у тебя это главное. Обостряется все. То есть, если ты был говном, то в тюрьме ты станешь совсем говном. Да. А если ты был хорошим человеком, это прямо вот кристаллизуется. Но никого она изменить не может по-настоящему. Все зависит от человека. Вот вечный спор Солженицын и Шаламов. Ну да. Я всегда за Шаламова, кроме этого. Потому что Шаламов считает, что тюрьма – это Никого жуть, не ужас, может и никому не изменить. нужна. Солженицын не считал, что тюрьма кому-то нужна. Он просто считал, что кого-то она может изменить. И, конечно, может. Конечно, может. Анатолий Марченко. Анатолий Марченко – известный диссидент, который... Человек, который стал диссидентом в тюрьме в фактически. тюрьме получил образование, встретил людей, которые способствовали восстановлению как, я считаю, его великим правозащитником. А был обычный парнишка из рабочей семьи, ничего такого. Знаешь, а я, когда про Марченко думаю, я иногда думаю о том, что так бы он отсидел и вышел. И не умер в таких муках, в которых он умер. Мы не знаем дорог, которые нас выбирают, но они нас выбирают. Ты себе себя в тюрьме представляла? Много раз, конечно, я сейчас представляю. И я понимаю, как я буду себя вести, да. То есть я не убираю это от себя. Ну, ты уехала, как только замаячили перспективы уголовных дел. А что ты думаешь про ребят, которые сознательно фактически пошли на то, чтобы сесть, я имею в виду там Навального, Яшина, Горинова? Я очень уважаю их выбор, бесконечно уважаю. Я действительно считаю, вот ребят, которые сейчас сидят и что-то до нас доносится, от Навального больше, от Яшина больше, там меньше от Кара-Мурзы, они очень сильно вокруг себя меняют ситуацию на самом деле, очень сильно. Сказать, что все это напрасно, нет. Знаешь, об этом никто уже не помнит, конечно же. Вот когда Навальный года 1,5 назад, до войны еще, начал носиться с идеей создания профсоюза, думал, господи, на поверхности лежит идея, почему мне это в голову не пришло? Какого профсоюза, прости? Борьба за права трудящихся в зоне. Угу. Там же трудятся все. Он там со стульев начал, что стулья неудобные. Протекает шея, спина, все на свете. Права трудящихся. Слушайте, это богатейшая идея. Кончится война, кончится Путин, мы к этому вернемся обязательно. Спасибо большое, Алексей Анатольевич. То, что с ним происходит в тюрьме, кто несет за это ответственность? Путин. Лично? Лично Путин, да. То есть это не инициатива на местах? Ну, инициатива на местах мелкая, подлая, они бантики приклеивают, да. А основа вся, конечно, Путин, да. Это правда, что он вообще ни с кем не может общаться? Ни сейчас? с кем, да. То есть он 24 часа на Давно. 7 не разговаривает ни с кем? Давно, да, давно. Что происходит в этот момент с психикой человека? Не знаю. Ну, такие же случаи известны. Нет. Мне нет. Последний был граф Монте-Кристо, на моей памяти. То есть Я не Навальный на знаю. сегодняшний день первый человек в современной российской действительности, который подвергается вот такого рода измывательствам. Да, я знаю несколько случаев. Вот наш очень давний подопечный Руси сидящий Шуркай, который сидит в Карелии, в Сегеже, там тоже не влезает из ШИЗО. То есть у него там тоже вполне себе тяжелые условия, но когда он периодически возвращается из ШИЗО, с ним не можно разговаривать. Да и суды он выигрывает, даже в России. Вот, поэтому такое, как с Навальным, не помню. Кто может повлиять на эту ситуацию? Какие-нибудь международные организации защиты прав заключенных, еще какие-то организации, которые вхожи все еще в Россию? На уровне глав государства, думаю. Только вот это вот на уровне глав государства. Ну и, конечно, обмен. А как ты думаешь, он пойдет на это сам Навальный или его не будут спрашивать? Я думаю, да, уже да. Германия – одна из стран, где наибольшее количество людей, которые здесь их называют Путин-ферштейр, пониматели Путина, сочувствующие Путину люди, они не немцы. Ну, русские немцы, то есть они в Казахстане или в России считались немцами, здесь они считаются русскими. И большая еврейская миграция тоже старая. В российской пропаганде нет-нет, да и появляется какой-нибудь гражданин Германии, который говорит о том, что Путин все делает правильно, в Украине неонацисты, война неизбежна. Свобода слова. На самом деле Германия
борется с Z-пропагандой, вообще с буквой Z на автомобилях и так далее. Русские флаги были запрещены на 9 мая, причем русские и украинские были запрещены на 9 мая 22 года, а на 23 разрешили украинские. Тем не менее, они стараются поддерживать. Слушайте, мы устраивали здесь столько митингов за это время военное. И немецкая полиция всегда нам говорит одно и то же. Значит так, вы, пожалуйста, там, свобода политзаключенным, пожалуйста. Долой кровавый режим, пожалуйста. Только мы уже знаем вашу фразу, вот этот «Путин хуйло». Вот ее не надо, пожалуйста. Ее брать не надо, оскорбительная. Ладно, это не будем. То есть они вот следят, чтобы не было личных оскорблений. А зачем выходить в Берлине на митинг против Путина? Что в этом такого? Ну вот как, у нас, например, был совместный митинг с украинцами. У нас это вот организация, которая уже в Берлине зарегистрирована, Руслан Хинтрагита, ну то есть Россия за решеткой, то есть Русь сидящая. Мы выходили вместе с украинцами напротив российского посольства. Вышли украинцы и украинки с портретами своих родных, кто сейчас находится в России в тюрьмах под пытками. Мы трудно коммуницировали, мы очень трудно коммуницировали. И потом у нас в итоге появилось несколько женщин. Я не знала ничего об их мужьях, например. У меня их в табличке нету. Во-первых, теперь они есть. Это важно для них и для меня. Я думаю, что двоих мы уже практически нашли. Я надеюсь. Ну и обретение... Я боюсь говорить подружек, боюсь говорить это слово, но очень близких, очень дорогих и открытых мне. И я стараюсь тоже открываться максимально людей. Знаешь, на дороге не валяется. Такие отношения, такие чувства. Не с каждой барышней ты... полночи там будешь пить белое вино, да, и спрашивать, а твой муж, он там какой, а что, а покажи фоточки. Ну, и потом говорить о тряпках, а как устроились, а ты как борщ варишь, а фасоль кладешь или не кладешь. А это вот, извини, после митинга против пыток. Надя Евдокимова ее зовут, а вторая Люсьена. А вот про мужа Влада я уже прям знаю, мне кажется, я с ним знакома очень хорошо. На самом деле, конечно, нет, никогда его не видела. Там вообще страшная история. Семья уже уехала, собственно, Надя уехала. А он собачник, 2 большие собаки. Он не мог оставить собак, а как, куда их везти? Когда вошли русские солдаты, они первым делом на глазах пристрелили 2 собак, его забрали. Я думаю, черт возьми, выпустите их на улицу. Ну что, если вам так надо взять человека, отпустите его. Ну, как вот с Россией, с обысками, да, зачем-то кота повесили, да, У кого кота повесили? В Лёбовске у одного пожилого протестанта во время обысков кота повесили. Человек, о котором я хочу спросить твоего периода Руси сидящей, это Осечкин. Угу. Что между вами произошло? Слушай, Осечкин никогда не стоял в Руси сидящий. Осечкин был сокамерник Олега Рощина, который, вот муж нашей сотрудницы Юльки Рощиной, и Олег там написал, что вот надо бедолаге помочь. Ну, помогли бедолаге. Потом он вышел в 2011 году. Руси сидящей уже 3 года было. Мы с Зоей Световой встречали. Купили ему штаны. И я думаю, что примерно этого он не может нам простить. Я начала его везде возить. Со Светой Сорокиной познакомилась, с Ирой Ясиной. Потому что такой бойкий парень. Привела его в «Ведомости». Говорю, слушайте, парень ходит с прекрасной идеей, идея прекрасная. Страхование заключенных от пыток, от всего, от такого всего-се. Почему тебе кажется, что эта идея прекрасная? Во всех отношениях она очень хорошая. По крайней мере, тогда-то точно было, когда можно было бы говорить еще и о развитии страхового бизнеса на эту тему. Это страхование заключенных от насилия в тюрьме? Или от туберкулеза. То есть от любой порчи, да? Как ты можешь что-то прогарантировать в тюрьме? Когда начальник тюрьмы или инспектор начинает беспокоиться о заключенном, чтобы, не дай бог, ничем не заразился. Иначе все надо выплачивать страховую. То есть это должно быть законодательно оформлено. Когда Осечкин все это начал проворачивать без закона... Да, в итоге эта история реализовалась в то, что какую-то записку отправляли на зону, Иванова не насилуйте. Я пару раз попыталась ему этот бизнес остановить, да я даже писал Юргенсу. Юргенс прям закрывал эти все компании, Юргенс тогда был, да и сейчас, по-моему, главой страхового союза. То есть я ему 10-я компания закрыла, вот такие вот, которые продавали страховками. Но я потом поняла, что никому это не надо, и бог с ним. Эти страховки по-прежнему продаются? Сейчас, по-моему, уже нет. Ну, потому что сейчас война и все такое. А до последнего времени, да.
Что в личных отношениях между вами было? Это правда, что ты в него была влюблена? Что, с ума сошла? Так я могла. Минуточку. Мы сейчас говорим не о том, что я могла или не могла, а чтобы я стала или не стала делать. Ну, озвученная причина им – это то, что ты к нему приставала. Но до сих пор никто не жаловался, кроме него. То, что он описывает, это правда или нет? Что? А что написано? Что ты к нему приставала в ресторане Бьянка Росса? Нет. Нет. Я не пристаю к мужикам, у которых нет мозгов. На чем вы разошлись? Да ни на чем. Нахуй послала, и все. Ну, а этом на страховании. Сказал, не делай так. Тем, чем сейчас занимается Осечкин с проектом «ГУЛАГу нет» и с утечками, назовем это так, видеоматериалов о пытках. Что это такое? А пусть он сам за это отвечает. Столько говна от него имею все время, каждый раз. Вот пусть он сам себя комментирует. Но ты считаешь, что эти утечки, они скорее сохраняют систему, существующую в СИН, или скорее ее разоблачают? Нет, у меня совершенно третье мнение, которое я ставлю при себе, поскольку я уверена. Я совершенно уверена, что рано или поздно он себя покажет. Да уже показывает. Что ты имеешь в виду? Понимаешь, каждое мое слово Осечкин ловит очень внимательно. Я не собираюсь вообще о нем говорить. Не буду. Твои дети, они переехали вместе с тобой в Берлин? Дочь переехала, да. Дочь Она здесь живет? И у нее такое очень серьезное направление. Оно не увлечение, это профессия. Кофе, но не как бариста, а как на южном склоне, в северо-восточной горе Эквадора, помол 8,5-9, обжарка такая, сякая, кофейной фабрики. Это она, она сомелье по кофе. Вы близки с ней? Да, близкие люди. А сын? С сыном нет, не близки. То есть после квартирного скандала вы так и не общаетесь? Нет, А сама квартира где теперь? у меня ничего нет. А у него? Есть? То есть в итоге ты ему отдала эту квартиру? Ну, не то, чтобы я отдала. Ну, подожди, публичная история кончилась на том, что ты ему послала материнское проклятие и вроде как лишила квартиры, которую ты ему подарила. И это было... Нет, не совсем. Я на него переписала все, что у меня было. В итоге? Нет, до того. А почему? Ну, у тебя 2 детей, Ну обычно да. пополам. Ну, потому что сын, там, у дочери там в моей квартире, которая моя, там тоже есть доля. Но у меня ничего не было давно. А он все забрал. Вы общаетесь? Нет? Это больно? Да. Ты бы хотела с ним общаться? Да, конечно. Я, конечно, анализирую все время, где я сделала ошибку. Но дело не во мне. Дело не во мне кажется, дочь жалко. Она очень сильно переживает все. Прям очень сильно. И, естественно, не квартира, естественно. Брата, сына, да, нет его. То есть, когда он все это написал в Фейсбуке, для вас это было откровением? То есть Нет. Нет. То есть вы знали, что это будет? Но к тому времени это длилось уже много лет. Часто ли ты про себя думаешь, что где-то ты была не права и совершила непоправимую ошибку? Конечно. Но я думаю, что это вообще людям свойственно. Совершить ошибки. Но это какие-то очень странные люди, которые не делают ошибок. Чего ты не можешь себе простить из того, что ты сделала? Ну, много чего. Не исповедь, поэтому то, что наименее больно, пару-тройку зэковских кейсов зря не взяла, прям зря. Ошибка поправимая, но мне жаль, что я их не взяла. Парочка разводов были совершенно излишними. Можно было бы сохранить. Все по моей вине. Ну, слава богу, да, мы дружим все-таки с папой дочки, с Аней, да. Мне очень жаль, что я им причинила много страданий. Не то, что жаль, что развелись, а жаль, что я себя по-свински вела в этот момент. Спасибо ему, что он всегда был. Всегда смотрел меня с поднятой бровью и как-то. Ну, выдающийся журналист. Андрей – выдающийся гуманист. Он сейчас очень много лет занимается бездомными животными в России. Прям много-много-много лет. И на нем просто, ну, не знаю, каких-то там 1000 спасенных жизней, таких вот пристроенных, так, нормальных. Ну, вообще, конечно, уникальный человек.
Мне прям вот жаль. Жаль. Это вот моя ошибка. Чисто моя, вообще больше ничья. Ну и вот такого вот там я могу накидать всякого разного. Сколько у тебя в итоге браков получается? 4. Так-то 3, но вот еще 4 фиктивный. Сейчас ты влюблена? Да. Все хорошо. У меня такие стабильные, очень хорошие давние отношения. А возраст ты чувствуешь? Нет. Ты знаешь, мне хорошо с собой, поэтому я скорее мечтаю о всемирных благах. То есть я хочу, чтобы с страной было все хорошо. Ну, тем более, что глупо мечтать о том, что сбывается. Лучше уж мечтать о том, что вряд ли. Я не очень верю в твое намерение никогда больше не приезжать в Россию. Поэтому давай представим себе гипотетически ситуацию, в которой ты приедешь в Россию. И что ты сделаешь тогда? А ты не думаешь, что я не хочу приехать в Россию не по политическим причинам, а по личным? Мне некуда. В гостиницу снимешь. В гости пойдешь. Не хочу в гостиницу. Моя страна, какая гостиница? Милосердие или справедливость? Ты будешь смеяться. Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Никогда ты не пожалеешь о том, что выбираешь истину? Я не знаю. Может быть, пожалею. Может быть, пожалею, может быть, нет. Я не знаю. Сейчас это мой выбор такой совершенно безусловный. Может быть, пожалею. Будет интересная ревизия.